Представьте, что вы разработчик. Вы только что отправили в релиз свою новую игру, и она очень понравилась людям, несмотря на кое-какие шероховатости. Она снискала большой коммерческий успех, издатель уже давно дал добро на производство сиквела, да и вы сами считаете, что что-то могли бы сделать лучше или вообще воплотить ранее нереализованные идеи. Все звезды сошлись, и можно спокойно начинать производство продолжения. Казалось бы, чего сложного? Берем оригинальную игру и все, что в ней уже было, развиваем дальше и делаем лучше. Правда ведь? Ну, не совсем. После релиза оригинальной Ratchet & Clank перед Insomniac встал вопрос, как именно мы можем сделать вторую часть круче. Для этого нужно детально посмотреть на главные проблемы первой игры и из них создать главные задачи, которые должен выполнить сиквел. Таких нарисовалось несколько. Во-первых, главный герой, чьим именем частично названа сама франшиза, был немного сволочью, и с этим срочно нужно что-то делать, как-то формировать ему более приятный и привлекательный образ. Во-вторых, для игры, значительной частью которой была, со слов разработчиков, возможность все взорвать к чертям, многие геймплейные элементы не особо к этому располагали, так что это тоже нужно как-то исправлять. В-третьих, хоть общий игровой процесс иногда и разбавлялся необычными сегментами, но это можно было сделать еще интереснее, да и назойливых мелких косяков было достаточно. И это сочетается с четвертым пунктом. Еще со времен разработки оригинала остались идеи, которые изначально прорабатывались для той игры, но на которые не хватило или сил, или времени, или чего-либо еще. И их можно довести до ума уже в новой игре. План обозначен, можно браться за работу. И раз мы знаем, что делать, то ничего не может пойти не так. Знаменитые последние слова. Могли бы быть, если бы Ratchet & Clank Going Commando в Европе Locked and Loaded, но кому это вообще интересно, в итоге не вышла одной из лучших игр во всей серии. Она стала тем, что любят называть идеальным сиквелом, однако, как мы все знаем, идеальный сиквел не равно идеальная игра. Но обо всем по порядку. Плоды того плана видны уже в первые секунды игры. После того, как Ratchet & Clank положили конец всем безумствам, что творил господин Дрек в первой части, они стали местными героями, но с тех пор ничего особо интересного не происходило. Об этом говорит даже стартовый экран, где оба просто сидят дома. Ratchet во всякие игры гоняет, а Clank читает книгу. И после всей суеты, праздников, интервью и прочего, их момент славы начинает подходить к концу, о чем с некой тоской говорит Ratchet. I guess no one needs a hero right now. И если вам кажется, что звучит он как-то не так, как в первой части, то вам не кажется. Майки Келли, который озвучивал нашего Ломбакса в первой игре, теперь в процессе не участвует, и на его место пришел Джеймс Арнольд Тейлор. Это была первая часть плана по спасению персонажа и превращению его во что-то более дружелюбное, чему не хочется дать в морду. И отказ от старого голоса вместе со всеми чертами, что могут с ним ассоциироваться, оказался правильным ходом. Настолько, что Тейлор остается в роли по сей день. Он озвучивал Рэтчета в абсолютно каждом его появлении, начиная с Going Commando, включая даже полнометражный мульт 2016 года. И пока мы здесь, отмечу, что это один из всего лишь 2 раз за всю 20-летнюю историю франшизы, когда основной персонаж сменил голос. До второго мы доберемся лишь в самом конце этой саги. О том, как скучна стала их жизнь, Рэтчет рассказывает в передаче «Портрет героя», которую почему-то снимают в прямом эфире у них дома. По счастливому стечению обстоятельств эту программу смотрит глава корпорации Мегакорп из соседней галактики и каким-то образом, не спрашивайте каким, никто не знает, телепортирует их к себе. Все неспроста. Из их лаборатории украли сверхсекретный биоэксперимент, который похож на какого-то смешарика-недоростка, я знаю. И теперь вся галактика Богон в опасности, а эти двое как раз могут помочь. И уже здесь Going Commando заявляет, насколько она ушла в отрыв по сравнению с прошлой игрой. Юмора стало больше, а сам он стал смешнее. Как минимум, сам глава Мегакорп с непроизносимым именем Аберкромби Физвидж, серьезно, язык же сломать можно, способен выдавить пару смешков тем, что он постоянно использует неправильные слова или вообще выдумывает новые, но при этом все равно понятно, о чем он говорит. Рэтчет, соскучившись по опасным приключениям, даже не думая соглашается на внезапное предложение, и для этой миссии ему предстоит пройти полную боевую подготовку, отсюда и название игры, включая курсы макраме и оригами, хотя Clank не сильно рвется в бой, так что ему пока дают работу бухгалтера в Мегакорп, квартирку в Мегаполисе, чтоб поближе было, ну и кое-какие приятные услуги. Oh my. И когда нас впервые бросают в геймплей, одну секунду только над настройкой камеры поменять с дефолтной инверсии на нормальные, разница с первой частью становится очевидна моментально. Мы на официальной миссии по спасению галактики, высаживаемся на огромной летающей базе нашего вора, длительный подъем на лифте с обучением, рассказывающим, как пользоваться колесом выбора оружия, нагнетает напряжение, ведь вы уже в предвкушении масштабной операции, и саундтрек не менее бесподобного, чем в прошлый раз Дэвида Бержо, теперь примерил на себя больше оркестровых элементов,
погоне за этим ощущением эпичности. И на этот раз он еще и звучит в полноценном стерео и без жуткого сжатия. Все играет на то, чтобы дать вам понять: да, вот сейчас случится серьезное дерьмо. И оно случается сразу же. Не успеваете вы сойти с лифта, как вас атакуют охранные роботы, и игра демонстрирует два важнейших изменения своей боевой системы. Первое, теперь здесь есть полноценный стрейф, так что можно двигаться как угодно и все равно стрелять вперед. И второе, колесо оружия теперь ставит игру на паузу, так что вам не придется суетиться и жертвовать собой в попытке выбрать другой ствол. Обе вещи полностью меняют всю боевку. Они стали фундаментальными для серии и затем использовались в каждой последующей части. И это я сегодня скажу еще не раз. Точно так же заметно, что ресурсов у команды стало сильно больше, как и самих разработчиков. С 40 человек, работавших над прошлой игрой, их количество выросло до 80. Да, это один из очень немногих линейных уровней в игре, ибо обучение, но тем не менее, повсюду видны всякие двигающиеся механизмы, сложнейшая геометрия, особенно по меркам железа PS2, разные эффекты, появляющиеся чуть ли не единственный раз за всю игру, штрихи по мелочи, вроде врагов, которых сдувает ветром, если они вылетают из окна или падают с крыла, или Рэтчета, который при выходе на воздух надевает кислородную маску, а музыка становится тише, заглушаясь звуками двигателей и ветра. Сразу видно, что игра хочет произвести мощное первое впечатление. Заспамив сразу две катсцены за 2 минуты, она, во-первых, ставит нас перед фактом, что сюжету здесь будет уделяться больше внимания, что не всегда хорошо, а во-вторых, знакомит нас с антагонистами. Первый из них — это тот самый вор, укравший нашу плюшевую игрушку. Правда, не очень понятно, как ему это удалось с такой-то неуклюжестью. А вторые — это группировка наемников, решалы задешево, которых нанимает наш вор для своей защиты. Вор, оказывается, знал, что мы здесь, и забирает пушистую штуковину у Рэтчета прямо из-под носа, так что мы пускаемся в погоню. Будучи уже настоящим команда с подготовкой, а не просто чуваком, ввязавшимся в приключения, он теперь отчитывается нашему Альбукерке Флэт-Уайту и докладывает о своем провале. Но у того есть запись, показывающая, что вора последний раз видели вместе с решалами в магазинчике Мегакорп на болотистой планете Узла, где он пытался купить карту галактики. You bet, mister! We got galactic maps, 3D maps, foldouts, cutouts, maps to the stars, and their homes. Но, будучи собой, забыл кошелек, поэтому попросил своих друзей разобраться с ситуацией. Конечно же, это закончилось тем, что они швырнули продавца прямо в огромную красную кнопку на стене, которая отключила защитные системы вокруг всего комплекса. А вы как думали? Ведь нигде еще ее быть не могло. И, кстати, что это вообще за тенденция с большими красными кнопками, которые все ломают? В любом случае, мы прибываем на планету, и игра продолжает демонстрировать свои отличия от оригинала. Здесь мы встречаем наш первый магазин, в котором мы можем сначала пополнить боезапас своего оружия, и наконец-то по умолчанию сразу выбирается максимальное количество, но кнопки «Купить все сразу» до сих пор нет. Маленькими шажками, однако. А потом увидеть, что вместо одной новой пушки мы теперь можем купить сразу 2. Игра уже далеко не так сильно налегает на концепцию по одному новому стволу на планету, где он нужен больше всего. Теперь вас каждый раз будет встречать по паре новых пушек, у которых и применение будет пошире. Фирменный кольцующийся дизайн уровней, когда каждый из доступных путей в конце возвращает вас в центр локации, тоже никуда не делся, но и он претерпел изменения. Если раньше все пути имели четкое разделение, один про сражение, другой про платформинг или головоломки, то теперь все это есть на каждом из них, просто с разным фокусом. Где-то больше уклон в бои, где-то больше в движение, но все эти элементы теперь есть всегда, чтобы вам никогда не было скучно, в каком бы направлении вы ни пошли. Вы в любом случае будете регулярно переключаться между разными режимами игры. А в какой-то момент вам прямо в лицо сверкнет одно из главных новшеств Going Commando — левелинг здоровья. Отныне у вас есть шкала опыта, она постепенно растет с каждым поверженным врагом, и когда она заполняется, происходит левел-ап. Вы получаете одну дополнительную единицу нанотеха. Из базовых 4 можно дойти аж до 80. Учитывая, что враги достаточно быстро растут в своей силе, это просто необходимость. Теперь же и урон считается по-другому. Если раньше при попадании вы всегда теряли 1 единицу нанотеха, то теперь получаемый урон всегда разный и зависит от того, кто и из чего в вас попал, что куда логичнее. И ближе к концу вы сможете выдерживать удары, которые в самом начале убили бы вас моментально. Прогрессия — она самая. Причем каждый раз, когда к вам добавляется новая единица нанотеха, на секунду происходит вспышка, моментально ликвидирующая некоторых врагов, которые находятся к вам ближе всего, а шкала здоровья восполняется целиком. И даже сосчитать трудно, сколько было сложных ситуаций, из которых эта фича помогала выпутаться. Вы уже на последнем издыхании, гадов вокруг все еще пруд-пруди, и если вас попадут еще хоть раз, вам крышка. На чекпоинты игра по-прежнему не очень любит, хотя на сей раз они все же чуть более щадящие. Но вы таки умудряетесь грохнуть вон того чувака, и это дает вам спасительный
сильный апгрейд нанотеха, благодаря которому вы теперь можете продолжать сражаться дальше. Это приносит огромное чувство облегчения и заново вселяет уверенность, что играет далеко не последнюю роль в том, насколько по-другому здесь работают бои. Ведь уже здесь, на первом полноценном уровне, появляется первый мини-босс в игре в виде огромного болотного монстра. Да нет, не ты, Шрек, успокойся. Который своими широкими атаками заставит воспользоваться стрейфом, если вы по какой-то причине еще нет, потому что теперь это основная часть боевой системы. Врагов здесь стало гораздо больше, они прибавили в агрессии и интеллекте, да и левел дизайн изменился, так что теперь уже не получится просто где-то прятаться или бегать куда попало, особо не прицеливаясь, как раньше. Тем более, что пусть здесь еще так и не сделали обычный прицел в центре экрана, но зато автоматический выбор цели стал гораздо точнее, надежнее и предсказуемее. Вместе с возможностью спокойно выбирать стволы через колесо благодаря паузе, все это делает бои гораздо динамичнее, чем в прошлой игре. И это ощущается уже сейчас, когда и из оружия у нас только бластер с бомбами, и в движениях мы ограничены, потому что Клэнк зависает на другой планете и прыгать туда-сюда нам не помогает. И примерно в это же время прямо в лицо нам пихнут второй важнейший элемент игры – прокачку оружия. Точно так же, как и со здоровьем, каждый побежденный враг заполняет полоску опыта, уникальную для каждой пушки, и когда она доходит до максимума, это оружие становится мощнее. У него значительно повышается урон, скорострельность, боезапас, а иногда могут и какие-то дополнительные эффекты появляться. Никакая прокачка в этой игре больше не заблокирована за повторными прохождениями, как в первой части. И эта система стала еще одной важнейшей частью серии, пусть даже конкретно в этой игре ее исполнение было несколько противоречивым, но к этому я вернусь позже. Сразу же после болотного монстра мы получаем наш первый гаджет в игре – Динамо. Звучит круто? А то, но это вы еще не слышали, что он делать умеет. Вот сейчас присядьте, а то можете и упасть. В общем, эта штука позволяет вам нажимать кнопки. Круто, да? Но если серьезно, это действительно единственное предназначение этой штуковины. Вы просто нажимаете кнопку, и это временно активирует платформу, на которую вам нужно запрыгнуть. По большому счету, это просто ненужное усложнение платформинга, которое вносит в него лишний шаг, активировать платформу, и увеличивает вероятность его завалить. Платформы временные, и окно активности не самое большое. Майк Стаут, который тогда был младшим дизайнером в Insomniac, и чьей идеей и является эта штуковина, спустя годы назвал Динамо худшим гаджетом в истории гаджетов. В шутку, конечно, но в ретроспективе он это хорошей идеей не считает, и я с ним согласен. Заполучив данный кнопконажиматель, мы проникаем в теперь уже заселенный местной живностью магазин Мегакорп, который как раз и является секцией больше про платформинг, с использованием Динамо, конечно же. И я сейчас, конечно, забегу далеко вперед в рамках самой истории серии, но все же. К тому моменту, когда в студии шла разработка Ratchet & Clank Future Tools of Destruction для PS3, состав команды претерпел значительные изменения. Появилось много новых людей, ушли некоторые старые, и это представило проблему. Старички отлично понимали, как расставлять ящики на уровнях так, чтобы ломать их было приятно, а вот у новичков с этим были проблемы, поэтому для них на полном серьезе написали 4-страничный дизайн-документ о том, как правильно расставлять ящики. А теперь посмотрите на вот это, и держите в уме, что серия любит шутеечки с намеками, особенно в эпоху PlayStation 2. С такими вводными эта кучка ящиков просто не могла быть случайной. Но я отвлекся. Помимо магнитной дорожки, по которой мы пока не можем пройти, на этом пути с нами через очень удачно расположенный монитор связывается Акапулько Фрирайдер, который говорит, что воры засекли на космическом курорте Мактар, которым владеет Мегакорп, и рядом же еще и решалы пригнали станцию, которая подавляет вещание с арены, которая есть на этом курорте, что стоит корпорации очень много денег. Так что это наш следующий пункт назначения, но у нас и на узле остался еще один путь. Путь, на котором основной элемент — это запутанные секции с платформингом, где вам нужно быстро отслеживать и запоминать, куда плавают какие болотные динозаврики, чтобы на них добираться до другого берега. И после всего этого в конце нас будет ждать наша любимая фишка из первой части – оплата сюжетной прогрессии. Пока что небольшая, всего 1000 болтов, но это далеко не предел, о нет. Но за этот штукарь мы хотя бы получаем полезный гаджет – тракторный луч, который позволяет передвигать большие объекты. Он пригодится нам для головоломок, в том числе той, что игра ставит перед нами сейчас – выбраться из ущелья, в котором мы оказались. Решение, конечно, элементарнейшее, но если применить его к соседней возвышенности, то мы найдем первый в игре платиновый болт. По сути, это те же золотые болты из первой части, они тоже являются второй валютой, но теперь у нее другое назначение и, как по мне, более интересное. Вот теперь мы наконец можем лететь на тот курорт, но что-то идет не так. Как минимум Клэнка похищают из его квартиры, и я никогда не думал, что скажу это, но Клэнк в банном полотенце — это очень мило. А на нас прямо в дороге нападают те наемники. Мы еще не дошли до второго уровня, а нас уже бросают в космические баталии. К этому моменту игра едва ли длится дольше, чем все, что я уже успел наговорить. И даже эти
космобитвы после первой части преобразились до неузнаваемости. Ядро осталось прежним, и передвижение по всем трем осям, и два вида оружия, обычная автопушка с бесконечными патронами и тяжелые ракеты, и ускорение, но при этом управление стало более быстрым и отзывчивым. Появилась возможность уклоняться, делая бочки, появились щиты, самих врагов стало заметно больше, бьют они гораздо больнее и двигаются они несравнимо быстрее, так что теперь путь к победе действительно придется пробивать. Да и новых дополнений прибавилось, вроде всяких испытаний и даже своей отдельной прокачки. Это первая из 4 макси-игр или мега-игр, как их называли разработчики, потому что она очевидно не имеет никакой связи с традиционным геймплеем, но и для понятия мини-игры это уже слишком масштабно. И как минимум одного ребаланса в плане урона уже достаточно, чтобы сделать космические битвы гораздо бодрее, чем в первой игре, не говоря уже обо всех остальных изменениях. Единственное, даже при наличии мини-карты отслеживать положение врагов сложновато из-за того, что здесь все очень быстро летают туда-сюда в 3 плоскостях. Кстати, как и прежде, из уничтоженных кораблей мы можем выбивать ракеты с торпедами, дополнительные щиты, но теперь список пополняет еще и раританий, которые становятся 3-й валютой. Ее мы используем для прокачки нашего корабля. Дополнительные тяжелые орудия, улучшение базовых характеристик и даже стайлинг в виде новых цветов, крыльев и носовых частей. Менять можно вообще все. Опять же, игра к этому моменту идет от силы полчаса, а мы уже успели поофигевать с презентацией в начале, победить мини-босса, получить 2 гаджета, узнать об апгрейдах здоровья и оружия, похихикать с деревянного нечлена и выкосить 2 немаленьких волны наемников в космосе. Первая же часть за это время едва вообще успела начать хоть как-то вносить разнообразие в свой обычный геймплей. Если это не демонстрирует разницу между ними, то я не знаю, что продемонстрирует. Хотя нет, все же знаю. Еще 2 макси-игры. Разобравшись с наемниками в космосе, мы таки добираемся до места, которое чуть не вовлекло Insomniac в судебное разбирательство о нарушении авторских прав. Курорт Моктар. Кек в том, что изначально ребята хотели назвать его космическим Вегасом, но очень вовремя узнали, что Лас-Вегас это не только название города, но и на самом деле зарегистрированный товарный знак, так что название пришлось быстренько менять на что-то менее незаконное. Как и раньше, у нас есть 2 дороги. Одна направо ведет, другая налево. Перед тем, как куда-то идти, стоит заценить апгрейды, которые со времен первой части претерпел движок, благодаря чему он теперь может отрисовывать гораздо больше геометрии, объектов и более качественные эффекты. Из-за этого уровни стали ощутимо больше, чем раньше, и каждый из них теперь содержит в разы больше динамических объектов. Везде постоянно что-то двигается, крутится, прыгает, мигает, летает. В этом Вегасе повсюду понатыканы однорукие бандиты, в которые действительно можно спустить все свои деньги, а может даже и выбить джекпот, если повезет. Все для того, чтобы мир ощущался как можно более живым и правдоподобным. Даже враги, которые будут преграждать нам путь, только на первый взгляд кажутся одинаковыми, но на самом деле они все немного разного размера, а некоторых игра случайным образом делает левшами. Пробравшись через них, мы добираемся до самой первой в серии боевой арены. Потому что да, это очередная вещь, ставшая в дальнейшем частью обязательной программы. И не просто так. Во-первых, с новой боевкой сражаться с волнами врагов просто стало очень приятно. Во-вторых, здесь есть много разных испытаний. И на время, и с ограниченным арсеналом, и с запретом на получение урона, и с разными препятствиями на самой арене, и опциональные боссы, и что только не. Это переходит в 3-й пункт. Арена — это отличный способ заработать деньги, которые в этой игре вам очень понадобятся, да и поднять уровень оружия, на которое вы подзабили, эти испытания тоже помогут. И ведь о шикарной презентации тоже не стоит забывать. Introducing from nowhere in particular, this guy. Великолепный комментатор, который сначала напоминает нам о том, что в этой галактике Рэчет толком никто, постоянно едко и эпично описывает происходящее, каждый раз давая небольшой прилив адреналина. Везде ревет и скачет толпа, которую с железом PS2 было очень сложно вот так оживить. Каждый зритель — это пусть и простенькая, но все же отдельная модель. Сама арена окружена электрическим полем, а в пол встроены вентиляторы и огнеметы, которые могут появляться и уходить, полностью меняя планировку и вашу тактику. И все это сопровождается отличной музыкой. Одними из немногих конкретно боевых тем во всем саундтреке. Оглушительный грохот духовых, быстрый электронный бит, мощная драйвовая басовая партия и, как вишенка на торте, электрогитары на ведущие роли. Под этот саундтрек сердечный ритм и рефлексы сами собой переходят в овердрайв, и хочется просто продолжать сеять хаос. А иначе это не назвать. На вас прут десятки врагов, и огонь нельзя прекращать ни на секунду. Какие-то группы иногда вообще получается устранить за один выстрел при должном умении. Какие-то
могут сами наступить на вентилятор в полу и самоликвидироваться, потому что системы поиска пути у врагов нет. Они просто идут на вас и понятия не имеют, что перед ними может быть препятствие. И чем дальше, тем более сложные испытания вам будут выпадать, что в том числе включает в себя все более крупные и разнообразные волны негодяев. Больше волны, больше взрывов, ударов и больше хаотичности в ваших собственных движениях в попытках избежать встречных атак. Это просто очень весело, и этим приятно заниматься, помимо того, что это еще и поможет вам по игре в дальнейшем. Главное же испытание, которое мы проходим первым, дает нам новый гаджет – Электролайзер, который становится нашим новым хакерменским инструментом для взлома замков. Мини-игра, связанная со взломом, соответственно, тоже другая, и теперь больше про реакцию. Нужно вовремя поворачивать узлы, чтобы по ним прошли электрические шарики, которые идут к центру поля со всех сторон. Игра в целом простая и быстрая, что делает ее ненавязчивой, но она требует очень хорошей зрительной координации, потому что нужно постоянно следить за всеми шариками разом, а они все находятся вообще в разных частях экрана. И, судя по всему, некоторым это доставляло кое-какие проблемы. В традиционном для серии стиле каждый новый гаджет нам сразу же дают опробовать. В данном случае для того, чтобы вернуться к центру уровня и пойти по другому пути, где мы встретим нашу первую головоломку с тракторным лучом и ботом-инспектором. Ее дизайн делал все тот же Майк Стаут, и с его слов эта головоломка сломала его как геймдизайнера и является главным провалом в его карьере. Суть пазла в том, чтобы использовать наш луч и с его помощью открывать путь дальше. В первой комнате все, что от нас требуется, взять лучом робота и поднести его к специальной панели на полу. Звучит весьма просто. В следующей комнате этим же лучом надо взять бомбу, которая затем взорвет дверь. В третьей комнате тем же самым лучом нужно снова взять робота, запихнуть его в рогатку и запулить его на платформу выше, что откроет третью дверь. Проблема в том, что в каждом случае перед игроком стоит один и тот же вопрос, ответ на который никогда не меняется, но при этом каждый раз загадка выглядит достаточно по-другому, чтобы вводить в заблуждение. Та же рогатка в конце даже не выглядит сильно похожа на рогатку, нет никаких объяснений, как это работает, и индикатор в ее центре, который говорит, что сюда нужно поставить робота, вносит только больше путаницы. Я, может, и не самый умный человек на планете, но и не самый тупой, но когда я увидел это в первый раз, я просто не понял, что игра от меня хочет. И как рассказывал сам Стаут, это было проблемой в плейтестах. Тогда его к себе позвал Брайан Алгайр, креативный директор, и стал доказывать, что головоломка просто путает людей. Они начинают делать все подряд и избивать локации ключом в попытке чего-то добиться, не понимая, чего от них хотят. И проходя игру спустя годы, записывая летсплей с комментариями о разработке, Майк сказал, что сегодня за такое он бы сам себя уволил. Dude, and that door doesn't even look like the other door that you blow up with the bomb. Oh, this is so. Like, I would fire me if I was my boss. Вообще он уж очень самокритичен, как по мне, но хвалить такой дизайн точно не за что. Зато после этого тихого ужаса мы сразу получаем нечто действительно классное – сферические миры, нашу третью макси-игру. Головоломка открывает нам путь к той станции, которая глушит сигнал с арены, и нам нужно ее отключить. Вся фишка здесь в том, что это своя малюсенькая планета, которую мы можем обойти целиком по кругу, и одна эта визуальная разница меняет весь геймплей. Куда бы мы ни шли, мы везде видим искривленный горизонт, а из-за радиуса закругления мы не можем видеть далеко прямо перед собой, как это обычно происходит на плоских поверхностях. Поэтому сами антенны, которые нам нужно сломать, излучают яркие столбы света, чтобы было понятно, куда идти. А если поблизости их не видно, то можно открыть одну из самых крутых карт, что я вообще когда-либо видел, которая просто отдаляет камеру и позволяет взглянуть на всю планету целиком в 3D, чтобы понять, куда идти. А потом она закроется с особой анимацией, которая покажет, где сейчас находитесь вы сами, и благодаря этому даже никакие индикаторы и легенды не нужны. Такая смена перспективы вносит неплохое разнообразие, потому что геймплей становится больше про ориентирование на местности, но при этом и бои никуда не уходят. И раз в одной плоскости здесь сильно много сделать не получится, то остается только один выход – внедрять больше вертикальности. Здесь мы сталкиваемся с первыми в серии панелями для прыжков, которые подкидывают нас очень высоко вверх, давая взглянуть на всю планету внизу, а затем приземляют на сооружение рядом с высокими антеннами, где нас часто будут поджидать еще больше роботов, охраняющих эти штуки. Это вполне неплохо встряхивает уже и без того значительно измененную геймплейную формулу игры, и играется это все еще очень приятно. Из-за ограниченной видимости вдаль пришлось переделывать и логику поведения противников, и их расположение, а раз поверхность теперь не плоская, а очень сильно скругленная, то пришлось даже переписывать физику самого оружия, чтобы учитывать другую гравитацию, индивидуально для каждой пушки, которых в этой игре 24, и на это ушло целых 50 тысяч строк кода. Для сравнения, RNC Tools of Destruction, вышедшая на PlayStation 3, целиком состоит из 980 тысяч строк. На одну настройку гравитации для сферических миров ушло
ушло 5% от всего объема кода для игры, вышедшей спустя 4 года на новом поколении и имевшей еще больший технический масштаб. Вот настолько сильно ребята запарились. И даже сам радиус закругления был большой головной болью. Сделаешь планету слишком маленькой, все будет двигаться слишком быстро и у людей будет кружиться голова. Сделаешь слишком большой, не будет видно сферический горизонт и ориентироваться в пространстве без карты станет сложно. Так что даже подбор правильного размера проходил через много итераций, и все эти сложности вместе стали причиной, почему сферические миры не появились в первой части, хотя идея родилась уже тогда. Но на то, чтобы все это нормально реализовать, в тот раз не было ни времени, ни ресурсов, так что ее пришлось отложить до второй игры. Фундаментальной вещью эти микропланеты не стали, но это все равно далеко не последнее их появление. Ни в этой игре, ни в самой серии. В конце концов, после всех своих похождений, Ratchet получает две наводки на то, куда вообще двигаться дальше, и заодно сразу показывает, какого поведения от него можно ждать на этот раз. Первую наводку ему дает Альбатрос, да, я так и буду коверкать его имя всю дорогу, смиритесь, который разведал, что на планете Барлоу на ховербайках гоняют пустынные райдеры, с которыми любят зависать наши решалы. Is it dangerous? No. Actually, yes, it is. Good. Это будет опасно, что как раз и хорошо. Чувство самосохранения у нашего Ломбакса так и не появилось, несмотря на то, что к роли героя он стал относиться куда серьезнее. И то, что он так и остался сорвиголовой, позволяет видеть его изменение характера в этой игре как эволюцию, а не полное переписывание персонажа. Потому что вторую наводку он получает от самого вора, который показывает, что Клэнк теперь у него, и со второго раза угрожает последствиями, если Ratchet не свалит туда, откуда прилетел. Он сильно злится, но на сей раз не на Клэнка или на что-то, что он мог сделать, а на вора и то, что он вообще посмел посягнуть на его друга. Опять же, после первой части Рэча надо было спасать и делать ему более приятный образ, так что в этой игре он, если и злится, то эмоции он направляет не в своего напарника, а больше в его защиту, ну или того, кто этого в принципе больше заслуживает в конкретный момент. Так что мы срочно летим на планету Эндака, чтобы освободить нашего железного друга. И когда мы высаживаемся и впервые видим перед собой Мегаполис, возникает сильное чувство дежавю, одновременно с тем, что что-то здесь очень не так. Как и в первой части, одним из первых уровней является большой шумный город, и даже музыкальная тема этой локации во вступлении очень напоминает тему Метрополиса из прошлой игры, но потом очень быстро понимаешь, насколько это место на самом деле пресное. Метрополис был повсюду заросший зеленью, но единственный случай, когда вы хотя бы мельком увидите зеленый цвет здесь, это в случайном логотипе Мегакорп на двери, в остальном он идеально серый. Метрополис был весьма ветвистый и слегка хаотичный, Мегаполис же выстроен словно по линейке, все идеально ровное и выверенное, даже стерильное. Спасибо в большой степени еще и роботам-уборщикам, которые здесь обитают буквально на каждом шагу и которые даже самого Рэчета считают за мусор. Учитывая любовь серии к шуткам и комментариям о корпорациях и капитализме, иного и не следовало ожидать в городе, построенном главной и единственной мегакорпорацией в галактике. А тот факт, что это место пусть и выглядит как большой город, который никогда не спит, но при этом здесь нет никого кроме этих роботов, нет вообще ни одного живого организма, делает из Мегаполиса что-то вроде лиминального пространства, в котором никаких ощущений кроме дискомфорта испытывать не получается. Тем не менее, мы берем путь, ведущий нас к месту, где держат Клэнка, и нам приходится пройти через весьма длительную секцию с головоломками. То для электролайзера, благо теперь гаджеты для взлома не надо выбирать отдельно, они выбираются сами, когда становятся нужны. То для грузовых кранов, с помощью которых нам нужно двигать большие ящики, которые потом надо использовать как платформы, и все вперемешку с массовым уничтожением сумасшедших роботов-уборщиков. В конце концов, Рэчет добирается до Клэнка, но его поджидал вор, который, запихнув его в ту же самую комнату, отрезал ему путь назад. После того, как Рэч в очередной раз показывает, что за маленького робота он уже искренне волнуется, чтобы вы точно поняли, что это уже не тот злыдень, что был раньше, и освобождает его, оба понимают, что надо искать выход. И раз из вариантов пока только маленькое отверстие вентиляции, то пришло время переключиться на Клэнка. Геймплейные секции Клэнка — это вообще чуть ли не главная боль Insomniac на протяжении всей франшизы. В каждой игре они так или иначе отличаются от того, что было раньше. С первыми играми ребята вообще даже не до конца понимали, каким именно геймплей за Клэнка должен в принципе быть, и если проследить каждую из имеющихся на сегодня итераций, есть ощущение, что они и сейчас не совсем в курсе. Но они все же осознали кое-какие косяки прошлой игры и внесли некоторые изменения. Суть у нас все та же. Мы находим маленьких гаджеботов, освобождаем их из стеклянных клеток, а потом раздаем им приказы. Но теперь процесс стал заметно бодрее, потому что если какой-нибудь из ботов оказался повержен в неравном бою с большим стационарным роботом-уборщиком, то теперь вам не надо идти обратно до самого начала локации за новым
новым роботом, он сам к вам прибежит. Но помимо них появились и новые виды гаджеботов. К примеру, мостобот, который, собственно, служит в роли моста, по которому можно пересекать глубокие ямы. Или бот с молотком, который умеет ломать всякие штуки. Или бот-подниматель, который поднимает тяжелые штуки. Но каждый из них умеет выполнять только одну задачу, которая отражена в их названии. Не атаковать врагов, не входить в двери они не умеют. Зато они умеют прикольно отдавать честь, так что за это можно очень многое простить. Многое, но только не то, как жестоко обошлись с роботом-поднимателем. Потому что вот этот сегмент — это единственный раз, когда он появляется во всей игре. Хотя нет, даже во всей серии. И даже задействовать его здесь мы можем только один раз. Шутка в том, что изначально в игре должна была быть еще одна секция с Клэнком на последнем уровне, где этот робот как раз должен был присутствовать. Но ее в итоге вырезали, потому что не хватало времени. И тут я должен отметить, что процесс основного производства, не считая стадии концептов и препродакшена, занял всего 10 месяцев. Да, 10 месяцев! Полная крупная игра под издательством платформодержателя, которую сделали меньше, чем за год. Зная это, я очень многие косяки готов ей простить. С этим знанием, то сколько всего в нее вообще умудрились запихнуть и насколько огромная работа была проделана над оригинальной игрой, начинаешь принимать не как данность, а как что-то, что вообще не должно было случиться. Но это же заставляет сильнее замечать, что такие сжатые сроки уже сейчас на второй игре в серии стали проявлять свои последствия. Но подробнее об этом позже. В любом случае, секции Клэнка хоть и похорошели по сравнению с первой частью, но по большей части они все еще просто нормальные, ничего особенного в них все еще нет. Еще плюс, кстати, они теперь стали короче, чем раньше, что вместе с несколько повышенным темпом хотя бы делает их не настолько выбивающимися из остальной игры и не дает им окончательно останавливать действие. Но до моих любимых реализаций геймплея Клэнка, вот вам мини-спойлер, мы не дойдем еще какое-то время. Между тем, наш маленький робот возвращается к Рэтчету, и двое воссоединяются уже практически насовсем до самого конца игры, а к нам возвращается наш полный спектр движений, и длинный прыжок, и высокий прыжок, и планирование, а все апгрейды для Клэнка, что мы приобрели в прошлой игре, вполне логично перекочевали и сюда, и теперь они все у нас есть прямо сразу. Уже с рюкзачком на спине Рэтчет теперь может спокойно двигать в другую сторону города, где мы будем гоняться за лидером наемников, который летает на своем вертолетике и всячески над нами издевается. И в конце мы ему вертолетик-то за это поломаем в очередном мини-босс-файте, после чего мы просто забегаем в квартиру Клэнка и просто забираем оттуда наши старые ботинки для рельс и крюк-кошку. Почему они оказались именно здесь и почему Рэтчет их вообще с собой не взял с самого начала, это абсолютно никак не важно, потому что видеоигры и геймплейная прогрессия, вот почему. А еще мы можем увидеть, что незадолго до своего похищения Клэнк тут от души прохлаждался и играл в Джек и Декстер, пока Рэтчет рисковал своей шкурой, преследуя вора. Вот так ты, значит, своему другу помогаешь, да? Тоже мне. Это просто один из очень многих постеров с Джеком в игре, потому что, ну, типа, у Insomniac и Naughty Dog было дружеское соперничество, и технологиями не делились, чего бы и отсылочки не запихнуть. Проехали. Наши новые старые гаджеты мы, конечно же, можем сразу же использовать, прокатившись по опциональным рельсам, которые приведут нас к персонажу, известному как Слим Когнито. Это очень таинственный подпольный торговец, который будет забирать у нас наши платиновые болты, а взамен будет давать модификации для оружия, которые часто бывают очень полезными. Есть моды для блокировки прицела, а есть моды с эффектами статуса, электричеством, которое умеет распространяться на ближайших врагов, и кислотой, которая наносит урон в течение определенного времени. У каждого ствола свой набор доступных модов, и он еще может отличаться в зависимости от того, базовая ли эта пушка или уже с повышенным уровнем, так что в лавку Слима время от времени стоит заглядывать. А пока что можно отправиться по следу наших пустынных байкеров и полететь на планету Барлоу, и сразу же после высадки увидеть кое-что уникальное и неуютное. Сразу же после живого, современного и процветающего мегаполиса мы оказываемся на заброшенной и разрушенной планете, где свой бизнес пыталась вести Гаджетрон, знакомая нам по первой части. Но Мегакорп ее просто выдавила, и единственным напоминанием о том, что у нее когда-то был конкурент, остались еще не до конца отвалившиеся буквы на вывеске и еще отчасти сохранившиеся постройки, ныне заселенные какими-то враждебными аборигенами. Ну а кроме них, это место натуральная пустыня, оно просто мертвое. И это подчеркивается даже тем, что это практически единственный уровень во всей игре, на котором открывающая панорама идеально статичная и неподвижная. На любой другой локации всегда что-то двигается, ездит, летает, прыгает, но здесь абсолютная тишина. Но те же аборигены все еще здесь как-то существуют, и они стали результатом вновь измененного подхода к разработке. Теперь каждый отдел, дизайн, художественный, программирование, работал 5-недельными циклами, а многие уровни назначались конкретным людям. Технически
техническую реализацию планеты Барлоу отдали на тот момент младшему программисту Тони Гарсии, для которого Going Commando была первой игрой, над которой он когда-либо работал, и у него уже был свой подход. Заключался он в двух вещах. Во-первых, враги в состоянии покоя не должны просто стоять как истуканы. Он сделал им много разных анимаций и положений. То они могут собираться в группы и травить друг другу всякие истории, то что-то охранять, опять же, чтобы они ощущались как часть этого мира. А во-вторых, в уровнях, которые делает Тони Гарсия, всегда побеждает Тони Гарсия. То есть он будет делать все, чтобы игрок ощущал вызов, чтобы он не пробегал уровень на изи моде. В основном он достигал этого своим методом организации врагов, их поведения, количество типов и так далее. И да, этот уровень в итоге действительно вышел несколько сложнее предыдущих. Так что если в будущем в этой игре вы будете натыкаться на сложный уровень, скорее всего его кодил Гарсия, и ему будет очень приятно знать, что вы там уже успели умереть пару раз. Основной путь сначала приводит нас к единственной оставшейся сотруднице Гаджетрон на этой планете, и, вероятно, в этой галактике в принципе, которая все еще продает продукты этой компании. И действительно, в этом магазинчике можно найти 5 гаджетроновских пушек, которые мы видели в предыдущей игре. Причем, если у вас есть сохранение из первой игры, то любой из стволов, доступных здесь, которые вы уже покупали в первой игре, вы сможете получить бесплатно. Не то чтобы это было прям полезно, потому что здесь их заметно понерфили, да и апгрейдиться оружие Гаджетрон не умеет, а это очень важно, и скоро вы узнаете насколько, но бонус все равно приятный. И сразу после этого мы выходим на одного из тех самых байкеров, с которым связана одна из моих любимых катсцен в этой игре, хотя таких тут и без нее дофига. Hey, who let you in here? Get lost before I flatten your robot into a hubcap. Touch him, and it's Plasma City! Oh gosh, you didn't have to yell. Why did he have to yell? Hey man. I can't hear you. La 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 la. Only the little guy. Sir, it is okay. We are your fellow desert riders. Огромную долю своего юмора игра строит на контрастах. Прием может быть и примитивный, но он, черт возьми, работает безотказно. Как не усмехнуться при виде байкеров, которые все такие из себя крутые, в кожанках, с шипами, грозными лицами, но которые внутри на самом деле большие нытики. Да и наши решалы недалеко ушли со своим фэншуем и пикниками для улучшения отношений в коллективе. Мы же сюда пришли, чтобы поучаствовать в гонке, и поэтому мы сталкиваемся с нашей четвертой и последней макси-игрой. Да, гонки на ховербордах были уже в первой игре, но здесь, как и все остальное, они сильно выросли в масштабах. Ховерборды сменились на ховербайки, из-за чего очень сильно выросли скорости, изменилась архитектура трасс, появилось оружие, которое активируется случайными пауэрапами, и появилась возможность участвовать в разных гонках с разными уровнями сложностями и модификаторами, каждый раз зарабатывая деньги, и чем дальше, тем приличнее призовые. По дороге пришлось отказаться от трюков, что мы выполняли на доске, но, как по мне, невелика потеря, потому что взамен мы приобрели гораздо более высокую динамику, что в гонках, пожалуй, будет важнее. Да и сама полезность этой игры в игре возросла благодаря ощутимым наградам. Своей динамикой гонки обязаны тому, что теперь на трассе гоняет сразу 20 байков против 6 портрайдеров раньше, которые могут атаковать друг друга, и самим трассам, на которых категорически нельзя спускать глаз с дороги, потому что повороты и препятствия не дадут вам спокойно наслаждаться первым местом дольше 2 секунд, что вы едете по какой-то там маленькой прямой. Технически реализовать все это дело тоже было крайне непросто. Команда хотела воплотить мощное ощущение скорости, и один из самых эффективных способов для этого — сделать угол обзора пошире и прокручивать как можно ближе к игроку много разных объектов. При этом и сама трасса не должна проходиться совсем уж быстро, так что она должна быть достаточно большой. И самый гвоздь программы — Sony хотела активно продвигать возможности PlayStation 2, в том числе отсутствие загрузочных экранов внутри уровней в ее собственных играх, особенно на фоне оригинальной PlayStation, известной за долгие загрузки. В первой части трассу удавалось спрятать в основной карте уровня, но они и сами были очень маленькие, в отличие от треков в Going Commando, которые по размерам больше основных локаций, однако переход на трассу все равно осуществляется мгновенно. За это спасибо хитрой системе, которая делила уровень на две части, основную и гоночный трек, полностью загружала только одну из них, а вторую предзагружала, но не закидывала в память, пока это не потребуется. А вот по требованию игра уже могла мгновенно подгрузить вторую часть уровня, а первую частично выгрузить. При этом у PlayStation 2 все еще было всего 32 мегабайта памяти, и такой большой трек в полном масштабе в такой объем было просто не упихнуть. Поэтому абсолютно все ассеты на трассе имеют уменьшенную детализацию, и в масштабе они тоже уменьшены на 50%, чтобы это было не так заметно. Должен признать, это работает. И если все это звучит как огромное количество работы, это потому что так и есть. На все эти макси-игры уходило гигантское количество времени и ресурсов, особенно на гонки и космические битвы, потому что по комплексности геймплея они были практически сравнимы с целыми играми этих жанров, и сил отнимали столько же. Те же космические сражения
сражения, например, были сделаны теми же людьми, которые изначально программировали оружие, и это была первая вещь во всей игре, которые написали код, и сразу после этого их перекинули в космос. И вместе с этим другая часть команды трудилась еще и над основной игрой. Каким образом у них хватило времени и сил слепить все это меньше, чем за год, я до сих пор представить не могу. После того, как мы выигрываем гонку, тому байкеру звонит главарь Решал и объявляет, что они как раз собираются на пикничок, который нам теперь предстоит сорвать. Но перед этим стоит пройти по второму пути на этой планете, который больше про платформинг, и в конце заполучить, то есть купить, новый гаджет – термонатор. Он позволяет замораживать и размораживать большие объемы воды, на чем будут строиться некоторые головоломки. И это классный концепт, но у него есть несколько проблем, к которым мы придем очень скоро. Пока что мы как раз можем немного позлить нашу банду наемников, повоевав с ними в космосе, а потом узнав, что вору срочно нужны люди на планете Ноток, куда мы и отправляемся. По дороге Ratchet & Clank включают передачу «Портрет героя», в которой рассказывается о том, как капитан Кворк, ранее униженный этими двумя, стал торговать паленой электроникой под видом товаров Гаджетрон, однако серьезный дефект в его персональном гигиенаторе привел к раздражению чувствительных частей тела у многих владельцев, что обратило внимание властей на его аферу. И черт тебя дери, Ratchet, тебя что ли вообще ничему жизнь не учит? Тебе-то эта штука зачем была нужна? Но не суть, про Кворка мы в этой игре еще услышим не раз. Прилетаем на Ноток мы ровно в тот момент, когда вор уже делает оттуда ноги, в чем Ratchet & Clank обвиняют игрока, ибо нефиг было на аренах столько времени проводить. Но раз уж мы тут, можно и посмотреть, что он здесь вообще делал. И мы же никуда не торопимся, так что начать можем сразу с опционального пути, населенного наемниками, которые унаследовали повадки аборигенов с прошлой планеты. Теперь они прикидываются манекенами, чтобы не выбиваться из общего вида променада с магазинами повсюду. И это очень веселый способ спрятать врагов. В конце сегмента нас ждет первый в игре перманентный буст нанотеха, который прибавит нам 1 единицу здоровья. Изначально тут должен был быть гаджет, который позволял бы сражаться под водой, но применения ему не нашли, так что он оказался вырезан. А раз какую-то награду за прохождение части уровня игроку дать надо, на его место встала вот эта приятность. А сами решалы, которые нам попадаются на этом пути, стали сильнее, чем раньше, и это были самые первые враги, которых написал Гарсия, что приводит нас к одному из спорных моментов этой игры, тем самым уровнем оружия. На каждой новой планете враги становятся чуть сильнее, чем на прошлой, но при этом у каждой пушки только 2 уровня, и достигнуть этого единственного левелапа можно очень быстро, после чего каждый прокачанный ствол останется ровно в этом же виде до самого конца игры, пока враги будут продолжать становиться сильнее и мясистее. Поэтому со временем то оружие, что вы покупали раньше, начинает устаревать, становясь все менее эффективным и заставляя вас постоянно обновлять свой арсенал. Это устаревание было сделано намеренно, чтобы как раз заставить людей покупать новое оружие, а не ходить со старым всю игру, что стало некой ответкой на то, что в первой игре многие виды оружия были слишком опциональными и ситуативными. Going Commando заставит вас использовать как можно больше всего. Что неплохо само по себе, но раз это была первая игра, в которой Insomniac пришлось работать с подобной RPG-образной прогрессией через уровни, что-то должно было пойти не так. И по бороде пошел, как ни странно, именно баланс. Та самая вещь, над которой они продолжали работать до самого конца, уже тогда, когда надо было отпускать игру на золото, и она оказалась, не сломана, конечно, но от идеала она далека. Суть в том, что мы уже подбираемся к середине игры, и экономика здесь начинает серьезно разгоняться. Новое оружие начинает весьма быстро расти в цене, да и болты, которые выпадают из ящиков и поверженных врагов, тоже со временем появляются во все большем количестве. Но этот прирост даже близко не соотносится с тем, насколько возрастают затраты. Если только вы не проводите время на аренах, не проходите опциональные космические битвы и не выигрываете в гонках, тогда денег будет хватать на все, да, но вот без этого гринда копить на новое оружие придется очень долго, вплоть до того, что если вы зайдете в магазин спустя несколько планет после этой, вас будут ждать 6-7 новых стволов, из которых денег у вас хватит только на один, и то не факт. И проблема здесь даже не в самом гринде, а в уровнях. 2 уровней просто слишком мало. Из-за них самая правильная стратегия игры — это сначала качать базовое оружие, а когда оно доходит до 2 уровня, откладывать его в сторону и вспоминать про него как можно реже, потому что иначе это будет отнимать опыт от тех пушек, которым он сейчас бы очень пригодился. По этой же причине пользоваться оружием Гаджетрон не лучшая идея. Оно и само не качается, и другим не дает. И из-за того, что уровней всего 2, обновлять арсенал приходится очень часто. А это значит копить деньги, а это значит, вы поняли в общем. При этом не сказать, что без гринда вы никуда не уйдете. Нет, я сам в первый раз прошел игру, мало трогая побочные задания, и особых трудностей не испытал, но иногда все же хотелось иметь побольше огневой мощи. Из-за этого прогрессия местами получается просто странная. На основном же пути мы сначала встречаем случайно воткнутый монитор, который
рекламирует магазин апгрейдов для корабля от уже знакомого нам Слима. Видимо, другого места для этого просто не нашлось. После чего уже в который раз натыкаемся на вещь, о которой я до этого всю дорогу молчал. Повороты под прямым углом. В дизайне уровня этой игры очень часто встречаются такие повороты, на которые сейчас эти же разработчики смотрят, закатывая глаза и восклицая: «Ну что за идиотизм!» И не без причин. Конкретно этот поворот направляет вас в сторону моста до фабрики Мегакорп. При этом прямо перед вами виден проход к месту, откуда вы пришли, а сам поворот до последнего момента загораживает здание. В итоге на протяжении всей игры с каждым таким поворотом разработчикам приходилось придумывать самые разные хитрости, чтобы показать игрокам, что туда, куда у них в первую очередь глядят глаза, идти не надо. В данном случае, например, они просто поставили электрический забор в проход, вернувший бы вас к началу. Раз вперед нельзя, то теперь только и остается, что осмотреться и понять, куда идти. Из-за того, что такой дизайн и игроков путает, и разработчикам создает дополнительную работу, он впоследствии стал табу внутри Insomniac. А вот когда мы добираемся до самой этой фабрики, мы сталкиваемся с одной из самых больших головоломок в игре, которая как раз завязана на терминаторе. Начинается она вполне неплохо и в духе обычных для серии пазлов, которые не требуют от вас быть умным, но позволяют вам чувствовать себя умным. Заморозили воду здесь, прошли, разморозили там, проплыли, вроде ничего. Но потом начинается секция, где вода постоянно поднимается и опускается, и вам нужно заморозить ее ровно в нужный момент, чтобы и пройти в трубе можно было, и чтобы на другом конце потом можно было выбраться. И это требует какой-то запредельной точности, потому что очень легко промахнуться всего на 1 секунду, и придется все делать заново, потому что на другой стороне вы уже не сможете запрыгнуть на платформу. А раз вы ее еще и не видите оттуда, где вы стоите, то положение воды приходится просто угадывать. При этом и сам терминатор работает не совсем предсказуемо. Проджектайлы, которые замораживают воду, летят быстрее, чем те, что размораживают, но каждый из них имеет меньшее воздействие, и наоборот. И поскольку это проджектайлы, то достигают воды не в момент выстрела, а спустя какое-то время. И раз вода все время двигается вверх-вниз, то из головоломки этот сегмент превращается в натуральную угадайку. И если этого не хватало, то в конце мы встречаем группу маленьких роботов, которые недавно получили сообщение от клиента в маске, за которые они просят 6000 болтов. Допустим. В сообщении оказывается наш вор, который пытается оформить заказ, но стыренный им же эксперимент все время мешает ему это сделать. В этом месте его решили начать делать более приятным и симпатичным, связывая с ним больше смешных ситуаций, напирая на его неуклюжесть и ослабляя тем самым всю зловещесть, такое слово есть вообще, которая от него исходила, дабы подготовить к важному сюжетному повороту, связанному с ним. Координаты из сообщения отправляют нас на планету Сибириус, один из лучших уровней в игре, как по мне. По совместительству это одна из немногих линий локаций, но один классный секретик здесь все же есть. Снеговичок с лицом Дэна Джонсона, одного из художников Insomniac. Многие описывали его как одного из самых классных людей, что они знают. А еще он был единственным художником из оригинального состава студии, который не пытался всегда прятать свое лицо на публике. Так что из этого сделали внутреннюю шутку, дав ему подобного рода камео в каждой игре, и это продолжается по сей день. Снеговичок можно сломать и получить за это один скилл-поинт, который, как мы выяснили в прошлом эпизоде, не является прокачкой. И на этот раз с их помощью можно разблокировывать читы, но они все визуальные. Скины для самого Рэтчета, увеличение голов всем подряд, все в таком духе. Не суть. Очень быстро после приземления мы оказываемся у огромного конвоя грузовиков, на который мы забираемся и преследуем вора. Помните ту знаменитую сцену на поезде из Uncharted 2? Вот это оно, только на 6 лет раньше и без неубиваемого вертолета. Зато и злых роботов здесь гора, и между самими грузовиками надо летать, и временами сам вор заглядывает на огонек и пытается сделать нам больно, и все пока конвой движется со скоростью 70 метров в секунду. Да, я знаю, что это 250 км в час, а оно вообще на эту скорость не выглядит, но так и есть, если считать по единицам в мае, где все это хозяйство и делалось. Рэтчет, если что, тоже не выглядит как чувак ростом 2,5 метра, но тем не менее. И кстати, да, конвой реально двигается. Не локация прокручивается вокруг грузовиков, а они едут сами. Разработчики думали, что так уровень будет делать проще, чем сделать транспорт статичным и крутить декорации. Но по иронии оказалось, что учитывать физику в движении на высокой скорости это очень сложно. В итоге пришлось писать индивидуальный код для каждого оружия и всех эффектов, чтобы к ним добавлялась скорость движения и при этом это не выглядело странно. Хотя все равно можно увидеть, как что-то отбрасывает назад, потому что в рамках локации оно остается на месте. А сам уровень пришлось строить так, чтобы его продолжительность зависела от того, насколько много времени у игрока занимает его пройти. Локация время от времени просто начинает идти заново. Вскоре мы все же настигаем вора, который уже готовится запустить украденный эксперимент в космос на ракете, чему
чему мы должны помешать, и завязывается первый полноценный босс-файт в игре. Не особо сложный, но он может быть немного раздражающим, если вор начнет спамить арену другими врагами. Однако, если у вас к этому моменту есть пушка-искатель, а скорее всего она уже есть, которая стреляет самонаводящимися бомбами, то до этого спама может и не дойти, потому что с гадом она разделается на раз-два. А это значит, что эксперимент наконец-то оказывается в наших руках. Мы можем вернуть его господину Фицджеральду, и галактическая катастрофа предотвращена. Надо только встретиться с ним на планете Табора и передать ему эту злобную игрушку. Но вы же не думали, что все будет так просто? So, do you have the, delivery? Ridiculous! Come, gentlemen, there is precious little time. Just sit back and relax, boys. How about a little flying music? He did that on purpose. Nah, he's just easily distracted. Yeah, well. Come on, let's see if we can find a way out of here. Да, не только слова дяденька путать умеет. Из-за него двоим теперь приходится пробираться наружу через пещеру навстречу неизвестности, ведь корабля-то теперь у них тоже нет. Но хоть новый ключ по дороге нашли, и то хорошо. Пусть разработчики и хотели, чтобы игрок пользовался ключом как можно меньше, но в крайних ситуациях он все равно может выручить, так что вместе с врагами он тоже должен становиться мощнее. И когда наш дуэт выбирается на поверхность, их тут же встречает вор и под дулом пистолета требует вернуть эксперимент. Но будучи собой, он опять спотыкается на ровном месте и... Whoa, he's she. This changes nothing. Да, вором всю дорогу был не он, а она. И я сейчас сэкономлю кучу времени и сразу скажу, что ее зовут Анджела Кросс, потому что сама игра это раскроет только часа через полтора, и что она работала в Мегакорп в отделе генетики над исправлением косяков этого протозверя, пока ее не уволили, потому что об этом игра расскажет только часа через 4. И да, эта синяя пушистая фигня вот так и называется. Перевод не самый звучный, зато точный, смиритесь, официальной локализации не было, так что выкручиваюсь как могу. И да, Анджела тоже Ломбакс. Ну да, она же похожа на Рэджета, скажете вы. Но у нее же нет хвоста, скажут вторые. Но она же и мордально похожа, ответите вы. Но она такая высокая, вам скажут в ответ. Вот такого рода споры родились в сообществе, и никто очень долго не мог понять, что она вообще такое. Масло в огонь подливал тот факт, что это единственное ее появление в серии, не считая упоминания в ремейке. А то, как с этой темой Insomniac обращалась в дальнейшем, особенно в саге PS3, вызывало только больше вопросов. В итоге им даже пришлось за все это извиняться в артбуке, выпущенном в 2018 году. Однако никаких подтверждений или опровержений фанатских теорий от них так и не последовало. Жуки. Сама Анджела тем временем, в ответ на то, что зверька у нашего дуэта больше нет, заявляет, что они только что поставили галактику под угрозу, и в доказательство приводит рекламу, посвященную тестовой лаборатории Мегакорп. Не, она, конечно, забавная, но что она дает нам узнать, кроме того, что нам теперь надо на планету Доббо? И здесь самое время сказать, что мы примерно дошли до середины игры. А что это значит? Мы достигли ее нижней точки. Но не настолько плохой, как в прошлый раз. И даже все, что было до этого, несмотря на те претензии, которые у меня могли быть, пробегалось куда веселее, чем первая часть. В первую очередь благодаря юмору и геймплею, который из-за своих изменений не то, что даже близко не ощущается настолько устаревшим, как он и в первой игре, а я бы вообще сказал, что Going Commando играется вполне себе бодро даже сейчас, спустя 19 лет после релиза. В данном же случае под нижней точкой я имею в виду само развитие сюжета и геймплея. Начнем с первого. Интересный факт, у этой игры не было сценариста. Но как так? У нее же есть сюжет, диалоги, все такое, он же должен был быть. Ну, ладно, да, он был. Его роль выполнял Оливер Уэйт, которого вы можете помнить по прошлому эпизоду. В первой части он был ведущим аниматором. И он был им и здесь. У Insomniac тогда просто не было своего сценариста, поэтому задачу по написанию сценария пришлось отдавать кому-то другому, и в итоге основную часть сценария написал главный аниматор. Если смотреть на отдалении, особо не вдумываясь, то весь сюжет в игре в целом-то вполне неплох. И угрозы необычные, и персонажи в лучшую сторону трансформируются, и юмор стал смешнее. Но чем дальше в лес, тем сильнее замечаешь, что где-то к середине игра просто не очень понимает, куда ей податься, и бегает из стороны в сторону, пытаясь придумать и обосновать следующий шаг для наших героев, и не всегда успешно. Как итог, в середине игры очень мало чего происходит сюжетно, и повествование из-за этого провисает, что опять же плотно связывается с производственным процессом. Сценарий писался отдельно от остальной игры, и в отличие от этой самой остальной игры, работа над сюжетом не велась 5-недельными циклами, а шла независимо. Из-за этого какие-то вещи могли быть написаны, но не включены в игру, потому
потому что это не предусматривалось структурой уровней, а что-то наоборот писалось под уровни, которые надо сюжетно чем-то заполнить. Зная это, вообще удивительно, что общая картина все равно воспринимается хорошо, но в этом больше заслуга самих персонажей, юмора и основной угрозы. И то, в каком месте мы оказываемся на этом моменте, это очень символично, потому что планета Табора — это одна сплошная пустыня в форме головы Джимми Хендрикса, я серьезно. But yeah, so Jimi Hendrix's head is the basis for this level. На чьих просторах находится 100 кристаллов, которые мы можем собрать. 10 из них нам нужны обязательно, чтобы мистик Хиппи починил наш корабль. That was pretty impressive. Bring me more crystals, and I'll pay you cold hard bolts. Huh? Обожаю этого чувака. Но да, эта планета — это просто одна большая открытая локация, где мы почти бесцельно бродим из стороны в сторону, собирая кристаллы, которые потом можем обменять на деньги. Ну или катаемся на специальном пепелаце, который умеет майнить раританий. Хотя и небольшой дополнительный путь тут тоже есть, где мы найдем новый гаджет — планер. В целом из названия уже понятно, что он делает. На нем можно спрыгивать со специальных площадок, а потом долго планировать в воздухе. Если у вас получится с ним справиться, то ощущения от полета будут даже приятные. Но рулить им все равно сложновато, особенно вверх-вниз, потому что скорость он меняет уж очень резко. А если вы даже легонечко коснетесь хоть чего-нибудь, то это приведет к моментальной смерти, из-за чего много людей этот гаджет не взлюбили. Но в целом эта пустыня символизирует некую точку сброса для геймплея. Вы же не думали, что тот темп, который игра взяла в начале, где она на каждом уровне выкидывала по нескольку очень важных новых вещей, ей удастся сохранить дальше? Вот и правильно. Геймплей начинает повторять вслед за сюжетом, сначала не зная, куда податься, а потом начиная все сначала. Однако при этом все равно продолжая вводить важные новшества, но теперь уже не настолько очевидные. Забрав 10 кристаллов и починив корабль, мы отправляемся в дорогу, и по пути нас ждет еще один выпуск передачи «Портрет героя». После того, как афера Кворка вскрылась, ему присудили выплатить 6 миллиардов болтов ущерба, от чего он попытался уклониться, а его поймали и арестовали, но он умудрился смыться обратно на свободу. Где он сейчас, это вы, дорогие зрители, узнаете потом. What a nut! I almost miss that guy sometimes. Almost. Тем временем наш дуэт прибывает на планету Доббо, которая может быть не самая захватывающая с виду, но она содержит очень много изменений под капотом, которые делают ее очень важной. Буквально сразу же после высадки мы встречаем первый в игре магазин брони. Да, самая середина игры — это лучшее место, куда можно его впихнуть. Пока что здесь можно купить только один набор брони, но уже он уменьшит получаемый урон на вполне заметные 33%. Плюс нам на помощь приходят и новые ящики с нанотехом, которые вместо одной единицы восстанавливают сразу 4. Но что куда более важно, эта планета стала примером в плане создания боевых замесов, на которые в дальнейшем стали равняться и следующие уровни в этой игре, и новые части самой серии, в особенности Apio Arsenal. Все благодаря 4 ключевым изменениям. Во-первых, врагов обучили стрейфу. Из-за того, что механизм смешивания анимаций, который позволял стрейфиться Рэтчету, в этой игре использовал только он сам, врагов приходилось делать по сути из двух частей — ног и торса, которые были связаны между собой, чтобы вся модель умела ходить в одну сторону, а смотреть и стрелять в другую. Во-вторых, примерно здесь же на врагов стали навешивать броню. Это позволило внедрять более мощных противников, добавлять новые виды, используя основные модели от старых, но при этом все равно освежая их внешний вид, а еще это позволяет игроку получить визуальную обратную связь о том, насколько враг близок к своей кончине, без использования шкал здоровья. Пусть они в этой игре все равно могли появляться, если вы блокировали прицел на определенном негодяе. В-третьих, это был первый уровень, дизайн которого изначально учитывал укрытие, как для врагов, так и для самого Рэтчета, что значительно меняло подход игрока к ведению боя. Бежать прямо в самый эпицентр, сломя голову, это, конечно, все еще вариант, но уже куда более рискованный. С врагами, которые теперь бьют намного сильнее, время от времени все же стоит забегать в укрытие на пару секунд для передышки, а когда их самих уже остается все меньше, приходит ваш час стать охотником. И в-четвертых, это был первый уровень во всей серии, который полноценно внедрил волны врагов. До этого каждый раз, когда вам нужно было разделаться с кучкой плохих парней, вы сразу видели их всех, и после того, как они из поля зрения исчезали по причине своей смерти, им на смену никто не приходил. Однако, начиная с этого момента, все враги на экране могут быть связаны друг с другом. Из-за того, что тогда у команды не было скриптов для создания волн врагов, их приходилось связывать между собой в цепочку, и когда один из врагов погибал, это спаунило нового ему на замену. Если это звучит коряво, да, так и есть, и с этой системой было связано огромное количество багов. Но главное, что своей задачи эта штука достигла и помогла команде лучше понять, как должны выглядеть и играться сражения в Ratchet & Clank. А еще уже во второй раз в серии в середине игры против нас начинают выгонять танки. Я это упоминаю чисто для того, чтобы показать, насколько слабее в этой игре стало оружие из первой части. Помните визирную пушку, под которую еще было огромное
огромной болью в заднице дизайнить все уровни, что заставляло всю команду выть. Так вот, в Going Commando она весьма-таки не триумфально возвращается. Зачем-то. Потому что если в первой игре она могла уничтожить что угодно за один выстрел, то здесь на один танк уходит 3 ракеты, а в режиме испытания даже всего магазина из 20 ракет не хватит. Зачем ее было возвращать, если она потеряла свою ключевую фишку, а реализовывать ее было таким геморроем? Не знают даже сами разработчики. Я опять отвлекся. Все эти изменения происходят по пути к 3 вещам, которые игра собирается вам показать по 2-му разу. Преодолев этот обновленный боевой сегмент, наш дуэт натыкается на чувака по прозвищу Математик. Guess all the good names were taken. Watch your mouth, Zero, before the mathematician subtracts your head from your shoulders! Sir, as a fellow number cruncher, could I please ask what this is all about? That moon's where we divide losers from winners before adding them to the Megacorp games. There's a challenger up there ready to reduce you to nothing. И дабы пробраться на эти игры Мегакорп, мы отправляемся на еще один сферический мир, но на сей раз в обличии огромного Кленка. И после первой части его геймплей выглядит освежающе бодрым, при этом не изменившись своей сути. Как и раньше, мы можем крушить все подряд, но теперь объектов стало гораздо больше, ломаются они эффектнее и при этом еще и дают бонусы вроде здоровья или боеприпасов. Как и раньше, у нас есть 3 атаки, но они сильно изменились. Ракеты теперь на самом деле наносят урон и с ними можно двигаться. Ульта на кулдауне уступила место бомбам, которыми мы можем кидаться, вот уже они нас останавливают, толку от них не очень много, а кулаки... ладно, кулаки не изменились, зато двигаться Кленк стал заметно быстрее и прыгать может так высоко, что внизу можно половину планеты увидеть. И сама суть битв стала немного другой. Теперь против нас ставят мини-боссов, в данном случае главаря наемников, и на стороне нам, как комары, мешают мелкие враги, но на них даже не стоит обращать внимания, ибо сам босс умеет пользоваться всеми теми же фишками, что и мы, в том числе восстанавливать себе здоровье, так что отвлекаться от него не лучшая идея. Однако даже несмотря на все изменения по сравнению с первой частью, эти секции все равно умудряются наскучивать. Вариативности сильно не прибавилось, в основном изменения визуальные и балансные, а на них сильно далеко не уедешь, особенно когда и сами сегменты стали раза в 2-3 длиннее, чем раньше. Победа над главным решалой открывает нам мега-путь на мега-игры Мегакорп на мега-планете Джоба. На жопу похоже. What's next? Ratchet & Clank 5, I Did Your Mom? Но у нас и здесь остался еще один путь, внутри самой тестовой фабрики. Это еще один небольшой типа стелс-сегмент, как в прошлой игре на планете Алтанис, только теперь эти роботы-наблюдатели еще и сами стрелять умеют. Пробравшись через них, мы находим компьютер, на котором должна храниться информация о нашем злом звереныше. Но он не работает, как и робот-ремонтник, которого мы вызвали, так что самое время нацепить планер и прилететь через красивую, но доверху забитую препятствиями фабрику, не забыв забрать самые злобно расположенные буст нанотеха и платиновый болт, и починить все самостоятельно. Только чтобы вернуться обратно и увидеть, что... What the? I think I see the problem. What? Now even the computers are charging us? That's it. This galaxy blows. По-моему, это значит, что Insomniac уже тогда понимали, что заставлять игрока платить за сюжетную прогрессию это просто подло и глупо. Однако даже эти 10 штук это все равно далеко не предел. О нет. Заплатив эти деньги, мы узнаем, что эта синяя пушистая фигня настолько злая, что она жрет людей. А Ratchet и Clank первые, кто об этом узнали, кроме Анджелы. Так что они звонят нашему флегматику, чтобы договориться о встрече на перерабатывающем заводе, где ученые порекомендовали от зверька избавиться. Но это ж флегматик, чего от него ждать? It's heavily guarded, so make sure to use the password, which is, Quarktastic. Yes. Подозрительный он какой-то. И решал внезапно нанял кто-то другой, заплатив дохрениллиард денег. Странно это все. Но пока что можно слетать на Джобу. Планету, которая со временем начала меня бесить чуть ли не больше всех в игре, несмотря на все прикольности, что она предлагает. Например, на одном пути мы встретим еще одного байкера, теперь уже модника, который предложит нам поучаствовать в гонках, где главный приз за выигрыш — реактивные ботинки, которые позволят очень быстро покрывать длинные расстояния. На планетах, где мы майним драгоценные камни, они просто незаменимы. На основном пути мы встречаем того же чувака, который в первой игре продал нам Райна, только здесь он почему-то стал раза в 3 выше, и это выглядит стрёмно. На сей раз он
готов продать нам новый гаджет – левитатор. Эта штука, как и планер, позволяет нам летать, только она более управляемая и умеет нормально взлетать вверх, но при этом она может держать только очень ограниченный запас топлива, так что запускать ее тоже можно только со специальных площадок. И с ее помощью мы добираемся до второй арены в игре, которая выглядит куда интереснее, чем предыдущая. Она гораздо больше, она окружена лавой, а враги разнообразнее и намного сильнее. И два испытания нам нужно выиграть обязательно, ибо за них дают гаджеты, которые требуются для сюжетной прогрессии. За первое выдают грави-ботинки, которые могут звучать знакомо по первой игре, и технически, да, это то же самое, но гораздо круче. Все те ограничения, что они накладывали раньше, теперь отсутствуют. Скорость не снижается, прыжки остаются доступны, и вы можете использовать все свое оружие. В лучших традициях серии эти ботинки сразу же дают протестировать во втором испытании, где вас катапультирует вверх и примагничивает к стенке огромной вертикальной трубы. Выглядит очень круто, да и играется тоже, ибо следить за врагами теперь надо не только в плоскости, но и по вертикали, хотя траектория ваших выстрелов подстраивается под окружность трубы, так что особо целиться по вертикали не нужно. И мало того, что это даже не единственное испытание на арене, где вас запихивают в эту трубу, есть и такие, где вас туда пуляют прямо посреди матча, а потом обратно вниз, что играется еще веселее. Но и дальше в игре тоже будут замесы на вертикальных поверхностях с применением этих грави-бутсов. Вот это неплохо. А приз за вот это второе испытание еще один гаджет для взлома замков. Зачем-то. Как будто нам одного не хватает. И этот новый отныне будет использоваться чаще всего. И как по мне, он хуже, чем электролайзер, потому что если тот просто требует координации, то этот по большей части проходится методом проб и ошибок, а это очень редко бывает интересно. И раз уж мы пока немного зависаем на арене, стоит хотя бы немного поговорить об оружии, которое является такой важной частью игры и на которой я до сих пор упорно забивал. Но сейчас самое время, потому что на этой арене можно очень хорошо заработать и этим позволить себе много интересных игрушек. А чем больше у нас разного оружия, тем интереснее сражение, ибо каждый из 24 стволов выполняет свою функцию, которую не может заменить другой. Про базовые бластеры и бомбы я уже упоминал, и в связи с их базовостью про них особо нечего расписывать даже в их прокачанном виде. За исключением бомб, которые с апгрейдом становятся микроядерными, но к этому моменту даже они начинают понемногу терять эффективность, будучи оружием, которое у нас есть с нулевого уровня. Чуть позже мы могли купить сюрикены, которые умеют сами находить цели и делиться на несколько частей при попадании. Бьют больно и выглядят эффектно, но все это ценой невозможности использования в движении. Рядом с ними есть один из самых приятных в использовании дробовиков, что мне доводилось встречать. Спасибо мощнейшему звуку, визуальным эффектам и возможности устранять нескольких противников, особенно мелких, за один выстрел. Однако дальность у него ожидаемо весьма такая себе, и к этому моменту он уже тоже успевает устареть. Зато есть две крутых приблуды, которые не успеют устареть никогда. Например, мини-турели, которые вы можете ставить на поле и которые будут стрелять во всех подряд, до кого у них хватит дальности, пока у них не закончатся патроны. Из-за того, что они очень больно бьют, они прекрасны для контроля толпы и прикрытия тыла, особенно после апгрейда, когда вместо пуль они начинают стрелять ракетами. А вторая штука — это снайперская винтовка, которой, казалось бы, в условиях такой боевой системы вообще места нет. Но даже в своем исходном состоянии она наносит какое-то нереальное количество урона, так что если приноровиться, то ее можно использовать не только по прямому назначению, но и прямо в открытом бою, не пользуясь прицелом. Это очень весело. Пока вы пытаетесь снимать всех с медленной снайперки, на подмогу можно вызвать синтеноидов, 4 маленьких роботов, которые будут летать рядом с вами и стрелять во всех подряд. Временами эти ребята могут действительно выручить, как и мини-гранатомет. У него нет самонаведения, как в прошлой игре, и урон у него не такой большой, но это компенсируется на удивление скорострельностью, что ощущается очень интересно. После апгрейда у него появляется дополнительная возможность, которую он не рекламирует. Можно задержать спуск на секунду-другую и выстрелить сразу несколько ракет, чтобы жахнуло сразу и очень мощно. На этой планете у нас появляется плазменная пушка, которая запускает прицельный электрический заряд в одного врага и по цепочке может шокернуть тех, что стоят рядом. Но когда эта штука эволюционирует, прицельность теряется, заряд теперь летит просто по прямой и чуть медленнее, но теперь он задевает вообще всех в радиусе нескольких метров от себя и всем наносит одинаковый урон. Это очень мощное оружие. Мощным может быть и радиоуправляемый паучок, который сначала может только взрываться по команде или рядом с врагом, а после апгрейда он не только взрывается сильнее, но и примеряет на себя маленький бластер, которым может устранять неприятелей издалека. Увы, этот малыш уж слишком ситуативен, и чаще всего им придется нажимать кнопки в закрытых комнатах, чтобы доставать
доставать платиновые болты. И последняя на сейчас, но не во всей игре пушка, которая научила разработчиков очень важные вещи. Лава-пушка. Она выстреливает концентрированный поток лавы, очевидно, которым можно заливать всех подряд на близкой и средней дистанции. Механически она очень похожа на огнемет, но просто с другим эффектом. И огнемет очень мощный, я скажу. Однако после левелапа она превращается в совершенно другое оружие. Метеор-пушку, которая теперь метает раскаленные камни. Постоянный эффект превращается в проджектайлы, и оружие теряет свою исходную функцию, ради которой оно и покупалось, а заменить его нечем. Поэтому очень многие эту штуковину просто не любят, но продолжают ей пользоваться, как я. Другие активно используют базовую версию, но только для урона, а не убийств, просто чтобы не допустить апгрейда, а третьи избегают ее вовсе. Урок, который усвоили Insomniac: никогда не меняй исходную функцию оружия. Его можно делать мощнее, можно добавлять дополнительные эффекты, но основная функция всегда должна оставаться на месте. Забавно, что это практически единственное оружие в игре, которому сделали так больно. У всех остальных стадии апгрейда прошли весьма гладко. В любом случае, настолько широкий и разнообразный арсенал, в котором очень существенно снизилась доля опционального оружия, делает и без того классную боевку еще веселее. И чем больше всего вы используете в бою, тем ярче она раскрывается. Даже несмотря на то, что до многостраничного колеса оружия здесь еще не дошли, оно дебютирует только в Up Your Arsenal. Так что если нужно выбрать что-то, чего в вашем колесе нет, то вам все еще придется лезть в меню паузы. И я точно могу сказать, когда вам это делать придется обязательно, если вы будете проходить невозможные испытания на арене. 60 раундов безумия с постоянным переключением между горизонтальной и вертикальной плоскостью, без ящиков с боеприпасами, с босс-файтом в конце и наградой в 200 тысяч болтов или аж 2 миллиона в режиме испытания. Звучит устрашающе? А то. Вызывающе? Еще бы! Если вам повезет, то вы вяжетесь примерно в 20-30 минут изнурительного боя на выносливость, и победа в конце будет ощущаться как одно из ваших величайших достижений в гейминге. А если не повезет, то вы будете очень сильно материться, когда у вас к чертям собачьим переглючит финальную битву с боссом. И здесь мы возвращаемся к моему тезису о том, что сжатые сроки разработки стали себя проявлять уже здесь, на второй игре в серии. Вот этот босс один из ярких примеров. В прошлом эпизоде я делал особый акцент на том, что за 3 прохождения оригинальной Ratchet Clank я не поймал ни одного бага. В Going Commando, до багованного месива ей, конечно, бесконечно далеко. Многим современным играм она все еще даст огромную фору в стабильности, но иногда как что-нибудь выскочит, так сразу и не знаешь, что делать. Как вот с этим боссом, который называется Меганожка. Потому что Мегакорп, все дела... Не суть. Ход битвы здесь весьма необычный. Вот эта вот длинная гусеница все время летает вокруг арены и сама вас никогда не атакует, только закидывает всю арену минами, которые катаются туда-сюда и взрываются, если вы подходите близко. При этом просто закидать гусеничку ракетами не выйдет. Она состоит из множества разных секций, и когда вы попадаете в одну, она отделяется, падает на арену и начинает повсюду бегать и в вас стрелять. Вы стреляете в ответ, уничтожаете эту фигню на ножках, благо делается это просто и быстро, а потом повторяете все то же самое, пока у гусенички не останется 3 секции. После этого вы уже можете разрядить в нее все, что у вас есть. Последние 3 секции упадут на арену, вы уничтожаете их, и на этом все готово. Косяк в том, что вот этот механизм может в любой момент переклинить, и все тело у Меганожки просто исчезнет, останется только голова. И вы, конечно, можете начать стрелять в нее и даже опустить шкалу здоровья до 0 таким образом, но только последних 3 секций-то все равно нет, так что победить становится просто невозможно, и все испытание придется перезапускать. И хорошо еще, если это отдельная битва с Меганожкой, а вот если это произойдет в невозможном испытании, скажем так, взрыв 5-й точки очень вероятно приобретет галактические масштабы. Здесь я снова вынужден благодарить сейвстейты в эмуляторе, потому что при первой попытке одолеть это испытание именно этот баг меня и встретил. И из всех моих столкновений с Меганожкой примерно в половине случаев ее вот так вот переглючивало. Но окончательно планета Джоба превратилась для меня в полную жопу, когда я пытался выбить все очки умений, чтобы открыть все секреты в меню дополнительного контента, что к моему еще большему раздражению в итоге в принципе оказалось необязательным, так и верь информации в интернете. Одна из ачивок выдается, если вы убьете всех врагов на уровне только ключом, и вот с ней у меня как раз были проблемы. А именно, она просто не разблокировывалась, вот просто никак. Что было особенно больно, я пытался получить ее, проходя игру в режиме испытания, который в отличие от первой игры свое название действительно оправдывает и делает игру сложнее, но подробно про него я расскажу позже. Самый прикол здесь в другом. Мне стало интересно, почему я не могу выбить эту ачивку, и отправился на бесплатный
бескрайние просторы YouTube в поисках каких-то возможных секретов, связанных со скиллпоинтами в этой игре. И я сразу же наткнулся на видео от парня под ником Zem, одного из самых крутых спидранеров в сообществе Ratchet & Clank. Ну, подумал я, если уж кто-то и знает всю подноготную этих игр вдоль и поперек, так это он. И это было 18-минутное видео в деталях объясняющее, почему это худшая ачивка во всей игре. Если вкратце, там слишком дохрена условий для выполнения, вплоть до того, что одному из врагов нужно дать добежать до определенного места, а уже потом мутузить его ключом, чтобы это засчиталось. И он провел живую демонстрацию, как он получал эту ачивку. Я проследовал всем его рекомендациям в точности до запятой, но в конце так ничего и не получил. И судя по комментариям, я оказался не один такой. Я, конечно, даже близко не программист, но мне кажется, что самым логичным способом сделать эту ачивку было просто начать вести счетчик убитых врагов и того, сколько из них было грохнуто ключом, и регулярно сравнивать его с тем количеством врагов, которое должно быть на уровне. Когда цифры совпадают, выпадает скиллпоинт. Но, видимо, были какие-то причины, почему это не было сделано вот так, и, по-моему, это только лишнее подтверждение тому, что над игрой торопились, и это видно. Самое обидное, что сам уровень-то правда неплохой, Тони Гарсия молодец, но вот эти вещи его для меня испортили. И, пожалуй, лучшего места для 2 копеек об HD переиздании для PS3 и Vita здесь уже и не найдется. Про то, как покромсала первую часть, я уже рассказывал в прошлом эпизоде, а второй досталось посильнее. Как и раньше, из ключевых бонусов у нас повышенные до 720p разрешения, хотя поддержку широкого формата в данном случае сделали уже сразу на PlayStation 2. Но ради этого пришлось пожертвовать, например, музыкой. Опять. Мало того, что она, как и в прошлый раз, не умеет правильно играть через повтор, так еще и один из каналов куда-то потерялся, и она в итоге играет в моно. А ведь в некоторых композициях такие крутые стереоэффекты сделали. Появилось еще больше визуальных багов. Шлем Рэчета, например, который он носит всю игру, в катсценах на движке выглядит слишком большим и висит в воздухе. Пререндеренные катсцены, которые изначально были сделаны в 16:9, теперь сжимаются до 4:3. А также на многих уровнях появились свои собственные баги вроде неправильной воды, объектов, которые перестали двигаться и так далее. Моя рекомендация по-прежнему та же. По возможности не трогать ремастер и проходить версию для PlayStation 2. Раз уж мы получили гравиботинки, то мы теперь можем вернуться на планету Узла и забраться на ту магнитную дорожку, которая была непреодолима раньше. И она приведет нас к еще одному опциональному боссу в лице болотного чудища. Нет, все еще не ты, Шрек, только теперь уже гораздо более мясистого. В плане сухого количества здоровья это, пожалуй, самый мощный босс в игре, но не только это делает битву сложной. Вам постоянно нужно двигаться, чтобы эта хрень вас не съела, и при этом попадать на листья, а не в воду. И между этим еще успевать разряжать в этого монстра весь свой арсенал. А, да, еще здесь нет никаких ящиков с патронами или здоровьем. С чем пришли, тем и сражаемся. А награда за победу — новый гаджет, ломатель ящиков. Да, так и называется. И он делает и без того приятный процесс истребления деревянных коробок еще круче, потому что теперь стоит один раз ударить ключом по земле и сломаются все разрушаемые объекты в радиусе нескольких метров. Без него уже и жизнь не та, поэтому каким бы сложным ни был тот босс-файт, оно того стоило. Причем этот гаджет переходит и в режим испытания, что автоматически делает этого босса настолько опциональным, что сразиться с ним вы можете только один раз, если не начинать полностью новую игру с нуля, конечно. Пора лететь дальше, на встречу с Черт, длинные слова наев закончились. Короче, с физ-виджетом, но тот его пароль, конечно же, не подошел, и нам на своем корабле надо защищаться от турелей, что очень занудно и долго без апгрейдов, но дело 5 секунд с усиленными пушками всего за 10 камушков раритания. That was sort of the name of the game, wasn't it? If you don't get upgrades, you're in trouble. Ratchet, it should have been Ratchet & Clank 2. If you don't get upgrades, well, fuck you. Двое звонят физ-виджету выяснить, в чем дело, но тот их перебивает, показывает рекламку, в которой он только что снялся, и сам вешает трубку. Так что последнее место, где он был, планета Тадана, и есть наш следующий пункт назначения. И для уровня, который делался одним из последних, уже в спешке, здесь на удивление много интересностей. Здесь мы посещаем оружейную фабрику Мегакорп, по которой проводятся экскурсии. И это первый раз во всей серии, когда мы видим простых прохожих в виде группы туристов. Им показывают огромные ракеты, выставленные в парке, каждую из которых мы можем сломать, и каждый раз от этого будет разный эффект, вплоть до того, что одна из них даже запустится и улетит в космос. Только для того, чтобы мгновением позже прилететь прямо в одного из врагов, которого вы встретите на пути. Вот таких мелочей полна вся игра. На каждом уровне есть какая-то подобная веселая штука, которую вставили просто потому, что это весело, и это оживляет локацию. Технически реализовывать этот уровень тоже было непросто, из-за того, что он единственный во всей игре, где есть геометрия под плоскостью воды, но при этом Рэчет там не плавает. А вода была написана как раз таким образом, что когда персонаж оказывается под ее поверхностью, он сразу начинает плыть. Так что это поведение пришлось менять специально
специально для этого уровня. Как обычно, здесь у нас есть два пути. Направо пойдем, встретим первую за долгое время секцию с тракторным лучом. Конечно же, ее делал Майк Стаут, как и большую часть этой локации. И будучи младшим дизайнером, который тогда еще не так много понимал, этот пазл он сделал еще более запутанным, чем в прошлый раз, добавив новые элементы, которые на самом деле все еще требовали от игрока тех же действий. Но от этих головоломок можно на минутку отвлечься, забежав на опциональную дорожку, где мы встретим одну оригинальную личность, которая чрезмерно фанатеет по капитану Кворку. Чуть позже к нему можно будет вернуться с экшн-фигуркой, за которую он даст усиленный магнит для болтов, и глаза бы мои его больше не видели. В конце же секции с лучом нас ждет новое оружие – Овцинатор, которое, как и гласит название, превращает врагов в овечек. Примерно такая же смешная и не очень полезная штука, как и Морфолуч из прошлой игры, только здесь же у нас есть апгрейды, и с ними овечки уже умеют взрываться рядом с другими врагами, что превращает это оружие в хороший инструмент контроля толпы, как и левитирующие мины, которые мы впервые можем купить на этой планете. Только они уже взрываются отдельно по вашей команде, и большую пользу тоже приносят после левелапа, когда вместо одной мины из ствола вылетают сразу 5. А если налево пойдем, то увидим сообщение от Анджела, где она говорит, что она Анджела, но мы-то это уже знаем, и показывает, что на планете Болден сам Физ-Виджет будет раздавать синих зверенышей. Теперь все становится уже серьезно. This could be our last chance. Ratchet и Clank окончательно принимают свою геройскую роль и срочно отправляются на Болден. А между тем выясняется, что Решал наняла Мегакорп для защиты своего главы. Болден является одним из самых интересных по структуре уровней в игре. Изначально основная развилка закрыта, и нам нужно спуститься в подземный тоннель, где с помощью левитатора надо лавировать то между пролетающими мимо машинами, то между электрическими проводами, чтобы потом уже выбраться наружу и открыть проход, который даст нам один опциональный путь и один основной. На опциональном мы катаемся по рельсам через стройку, и эта секция станет нормальным таким испытанием для вашей реакции, наградой за которое станет магазинчик модификаций Слима. Основной же путь полон всякой всячины. То наемников, которые играют в камень-ножницы-бумагу, опять же надо делать мир живее, то в одном из фонтанов есть портал, который открывается ровно в 3 часа ночи и только на 1 минуту, и рядом с которым для этого есть часы, которые пытаются синхронизироваться с системным временем, а сама дорога к Физ-Виджету — это один из лучших боевых сегментов в игре. Враги стали еще сильнее, чем раньше, значительно повысив сложность, но это немного компенсируется еще одним магазином брони. Здесь очень активно используются укрытия, которые стали еще и разрушаемыми, а большую часть времени вы будете с ними сражаться в какой угодно плоскости, но только не в горизонтальной. Можете и по стенам бегать, раздавая всем люлей, и по спиральным дорожкам, и где только не. Это очень освежает бои, которые к этому моменту уже в целом достигли своей финальной формы, но такие сюрпризы все еще не дают заскучать. В конце оказывается, что все это была уловка, и никакого Физ-Виджета там не было, только его робот-двойник, от которого Ratchet и Clank попытались узнать, где находится настоящий, но их поймали наши решалы. You and your metal buddy just earned yourselves a trip to our new prison. Watch this. Thugs for Less Prison would like to wish you a happy incarceration. Это знаменует первый раз в серии, когда нас силой переводят на другую локацию и не дают оттуда выбраться, пока мы не выполним на ней все нужные задания. I have thoroughly analyzed our surroundings, and I'm afraid that there is absolutely no means of escape. Except that. Someone's got a girlfriend. I will be right back. Don't stop for anything along the way. И после небольшого кокблокинга от Ratchet мы сталкиваемся с очередной секцией за Clank, в которой мало нового по сравнению с предыдущей, за исключением того, что это больше налегает на платформинг и ломает одно из правил, по которому работает мостовод, заставляя вас строить мост в никуда, но при этом и играется она гораздо бодрее. Вся фишка в том, что геймплей Clank чередуется с Ratchet, который сбегает из камеры, и каждая часть длится всего минуты по 3. Так нас меняет местами несколько раз, пока Ratchet и Clank не воссоединяются, и дальше уже по накатанной. В магазинчике можно будет обнаружить иногда весьма полезный щит, а рядом с ним Зодиак, худшее оружие в игре, которое еще и купить не получится, пока вы не начнете прохождение в режиме испытания, настолько дофига оно стоит. Лучше сохранить 20-ку на экшн-фигурку Капитана Кворка, которую можно купить у водопроводчика из прошлой игры, который не весть что делает в другой галактике. What did he mean by that? И преодолев одну из самых сложных и оттого интересных секций с левитатором, мы натыкаемся на очередное сообщение от Анджела, которое она пыталась отправить прямо с корабля наемников, куда она тайком пробралась. Но это же Анджела, что могло пойти так? Hey, who's that? Meow. Aw. Wait a minute.
Конечно же ее схватили, и конечно же нам теперь надо ее спасать. Один небольшой бой в воздухе спустя мы приземляемся на планете Снивелак, еще одном линейном уровне. Но зато каком! Мы прибыли в самое осиное гнездо, штаб наемников. Над нами висят две срочных и очень важных миссии, которые зависят друг от друга. Спасти Анджелу и разобраться с угрозой синих плюшевых зверюшек-людоедов. Назад дороги нет, а впереди огромная опасность. Открывающий вид первым делом демонстрирует настоящую цитадель зла посреди огромного моря лавы. Над нами темное небо с кроваво-красными облаками. Первая часть уровня при этом подозрительно спокойная и состоит лишь из платформинга. Да и музыка пока относительно тихая, но атмосферу нагнетает не слабо, благодаря затяжным и раскатистым духовым и синтезаторным соло на серединных нотах и мощному басу. Пока мы не добираемся до моста к самому штабу, и в уши взрывается рычащий басовый синтезатор, ударные разгоняются и усиливаются до предела, а те соло становятся еще интенсивнее, напряженнее, а стереоэффекты полностью окружают вас ими, от них никуда не убежать. Определенно одна из лучших композиций не только в игре, но и во всей серии. Дэвид Бержо и раньше был неплох, но здесь он вышел буквально на новый уровень. Она встречает один из самых больших скачков сложности в игре, причем сделанный намеренно. На вас прут танки, вы ломаете их, они становятся укрытием для наемников, которые пришли к своей финальной форме и стали крайне сильными. Чем дальше вы, тем больше их, а места для сражений становится все меньше. Только вы решили передохнуть 5 секунд и восполнить здоровье, но этот ящик с нанотехом оказался ловушкой, поэтому приходится стрелять еще больше. Это по праву один из самых сложных уровней в Going Commando, и он и должен быть таким. С такими ставками на кону, иначе он не будет работать. И с этим соглашались все даже тогда, в 2003 году. Что плейтестеры, что сами игроки, что журналисты в обзорах говорили, что пусть уровень не сложный, но он справедливо сложный, и умирать на нем раз за разом не обидно. А когда его все же проходишь, это ощущается невероятно приятно. И это мнение за все эти годы не устарело ни разу. В отличие от самого босс-файта, к которому мы приходим в конце. У лидера решал откуда-то взялся гигантский боевой робот, и вот с ним мы вынуждены сражаться на турелях. Это играется примерно настолько же скучно, как вы представляете. Хотя нет, наверное, даже хуже, потому что в попытках сделать турельный геймплей разнообразнее, ребята немножечко так переборщили с количеством мин, которыми в вас стреляет робот, и в итоге половину времени вы палите в них, а не в самого гада. А к турели, кстати, почему-то еще и не применяются настройки камеры по вертикали. В этой игре все еще нормально считается инверсия по обеим осям, так что приходится еще и с управлением бороться. Но главный косяк здесь больше в том, что как таковых стадий в этой битве нет в принципе. На протяжении всего сражения геймплей остается абсолютно одинаковый, а здоровья у босса настолько много, что палить приходится без малого 7 минут. И это еще в лучшем случае, если вы будете часто в него попадать и не будете умирать сами. А самое смешное, изначально этот чувак был еще более мясистый, и биться с ним приходилось еще дольше. Ведь надо же было передать, что большой и сильный робот на самом деле большой и сильный, ибо если его можно будет быстро убить, то он не будет большим и сильным. Ну да ладно, после того как робот уничтожен, с наемниками покончено, и можно спокойно идти. Hello? Aren't you forgetting someone? Oops. I meant after we free Angela. Точно, а не ты ли самым первым рвался ее спасти? And we have to rescue her from the thugs. Agreed. We need that answer. And we have to protect her. Okay. И эти ребята спасли галактику. В общем, от Анджелы они выясняют, что Мегакорп уже произвела дохренелиард зверьков и готовится их отгружать, и трое начинают планировать свое проникновение в штаб корпорации. Рэчет и Клэнк летят на планету Смолк, чтобы исследовать хранилище, а по дороге узнают из передачи, что Кворк сбежал уже 6 недель назад, но от него все ни слуху ни духу. Что ж, одной проблемой меньше. И когда мы приземляемся на Смолк, мы получаем очень странную картину в плане восприятия в целом-то всего происходящего вокруг. Это весьма уникальный уровень в плане того, как мало на нем происходит, несмотря на то, насколько он огромный по площади. Но здесь просто очень много пустого места, значительную часть которого буквально занимает тупо воздух. И это хорошо в плане того, что игроку дается передышка после того ада, что был на прошлой планете. Но учитывая, как лениво двигался сюжет все это время, как-то даже не особо верится, что это всего лишь 4-й уровень с конца. После него остается всего 3, а дальше титры. И то, насколько он пустой, сказывается даже на байках о разработке. Здесь просто нечего рассказывать, за исключением того, что Смолк делался уже в один из самых
последних моментов, когда уже надо было поторапливаться к релизу. Но все же 3 вещи здесь происходят. Раз, Анджела присылает нашему дуэту сообщение, что она нашла свой старый ID из Мегакорп, так что путь внутрь штаба становится немного проще. 2, мы находим одну из запчастей для нового гаджета под названием Гипноматик. И 3, посреди огромных вражеских крабов, нет, не этих, мы находим одного индивида, который такой не такой, как все, и это очень его расстраивает. Но у него кое-что есть для нас, и за это что-то он просит 40 000 болтов? But may I first humbly request a meager few bolts for food? Да ты с ума сошел, ракообразная? Я не для того копил деньги, чтобы половину потом спускать на сюжетную прогрессию. Ну что ж, выбора не остается. Платим ему деньги, которые он прямо при нас же начинает жрать, какого черта, и взамен получаем репортаж с планеты Дамасел, где, так сказать, бум протозверьков просто-таки в самом разгаре, и нам очень даже стоит заглянуть на огонек. Это весьма насыщенный на детали уровень, который очень четко обрисовывает масштабы всей угрозы. Город буквально целиком поглощен этими маленькими штуками, которые бегают повсюду, жрут людей, в смысле роботов, которые здесь живут. При этом они еще и размножаться успевают совершенно дикими темпами, просто выблевывая новых монстров. Они везде. На улице, в банке, в продуктовых магазинах, на железной дороге, где из-за них полностью уничтожается движение и целые поезда. Они выпрыгивают из почтовых ящиков, из домов вслед за их жителями. От них не убежать вообще никуда. С ними пытаются справиться специальные роботы, которые почему-то и Рэчета тоже видят как угрозу. Видимо, это потому, что он тоже пушистый. Атмосфера тотального хаоса льется через край, чему помогает ни на секунду не прекращающаяся пальба. Только вы успели подумать, что всех пушистиков прибили, но на самом деле вы забыли одного, и спустя 10 секунд их уже снова целая толпа. Они сидят даже на рельсах, по которым вы катаетесь, и это одна из причин, вместе с очень высоким темпом, почему эта рельсовая секция лучшая в игре. В конце нас ждет еще одна деталь для Гипноматика, очередная отсылка к Джек и Декстер, и пока что здесь мы закончили. Еще есть очередная секция с огромным Клэнком, где он сражается с какими-то пришельцами на какой-то планете, потому что. Не спрашивайте, разработчики тоже не знают, что здесь происходит. Пора встретиться с Анджелой на ее планете, Грелбен, одном из самых печально известных уровней во всей франшизе. Это еще одна планета, на которой вы бегаете и собираете драгоценные камни для того хипаря, но вся сложность в том, что вас постоянно преследуют целые полчища огромных йети. Их, наверное, еще больше, чем тех синих зверьков. Они постоянно вас окружают, они очень больно бьют, при этом тайминги их атак быстрее, чем они должны быть. На них уходит огромное количество боеприпасов, и они выпрыгивают из снега буквально на каждом шагу. Именно эти ребята делают уровень жутко сложным и просто очень бесительным. И еще то, что этот уровень с наибольшей вероятностью может повесить игру, и вам придется начинать его сначала. Но за этим есть своя история. Этот уровень очень сильно отставал по срокам, а программиста, который работал над ним, перевели работать над другими вещами. Ему на замену поставили Тони Гарсию, у которого и без того работы был вагон, и у него было всего 3 дня на то, чтобы сдать готовый уровень. И когда ты наследуешь работу другого программиста, гораздо проще стереть весь старый код и начать писать все с нуля, чем разбираться в том, что там накодили до тебя, что и сделал Гарсия. И все эти 3 дня, толком без сна, он заставлял этот уровень работать, программировал врагов и так далее. С такими сжатыми сроками уже не оставалось времени на нормальное балансирование, тестирование и отладку, и поэтому он вышел таким, каким вышел. Изначально здесь даже должен был быть еще какой-то босс, но его в итоге вырезали, потому что уровень и без того едва влезает в память PS2. Уже хватает, пожалуй, самой сложной в игре секции для планера, которая требует от вас гораздо больше точности, чем раньше. Настолько, что Insomniac в то время получила очень злое письмо от одной мамы, чей ребенок не смог пройти игру из-за этого самого сегмента. И понятно, что выполнить такой объем работы за 3 дня это подвиг, но это не делало Грелбен менее ужасным. И старые, и новые сотрудники Insomniac, которые проходили этот уровень, на следующий день приходили в студию, спрашивали, кто это сделал, и потом высказывали все, что они об этом думают, самому Гарсии. Это дошло до того, что один из них своими руками сделал фигурку этого йети на пьедестале, которую в итоге вручили Гарсии, как человеку, который ответственен за худшую вещь, оказавшуюся в финальной игре. Сам Гарсия воспринял это как честь, а награда стала шуточной традицией, которую в студии, по видимости, продолжают соблюдать по сей день. А чтобы лауреату награды Снежного чудища, как ее назвали, не было обидно, ее выдают только после того, как выйдет уже следующая игра. После того, как мы найдем суммарно 25 камней, умерев от лап Снежных чудищ примерно раз 15, мы можем обменять их на 3-ю деталь Гипноматика, и теперь можно вернуться на Дамасел, где один чувак эти детали у нас заберет, вместе с деньгами, конечно же, а вы как думали, и сделает из них тот самый гаджет. Do not even think about it.
который не то чтобы прям стоил всех этих прелюдий. Все, что он делает, позволяет нам брать под свой контроль один вид вражеских роботов, чтобы с их помощью можно было нажимать труднодоступные кнопки, дорогу к которым будут преграждать другие похожие роботы, и в них надо стрелять. Потому что полоска здоровья связана с таймером. Нам и так дается ограниченное время, а если в нас будут много попадать, то его останется еще меньше, и когда оно закончится, то надо все начинать сначала. И используем мы этот гаджет всего 3 раза. Сразу после получения, как обычно, чтобы научиться им пользоваться, на повторном визите на Грелбин, чтобы добраться до дома Анджелы, как она там вообще живет, и еще один раз на последнем уровне, для которого он в основном и нужен был. Я чувствую кое-какой тренд с гаджетами в этой игре. Будто бы они все интересные на бумаге, но в реальности с каждым что-то да не так. Интересно почему? От Анджелы мы узнаем, что все протозверьки создаются путем клонирования оригинального экземпляра, так что если убрать оригинал, то распространение угрозы остановится. Решив разделиться, потому что так безопаснее, наверное. Just be careful. Right. Наш дуэт прибывает на планету Йидел, в самое царство зла, фабрику Мегакорп. Открывающий вид просто идеален. Противопоставление крохотного Рэчета в самом углу экрана и огроменного зловещего здания Мегакорп с подсветкой снизу, все на фоне мрачного вечернего неба, очень хорошо задает тон. Резкие и грозные оркестровые врезки посреди хаотичных и электронных соло заставляют чувствовать срочность и масштаб. И как и в прошлой игре, этот уровень заставляет вас использовать все, чему вы научились, и все, что у вас есть, кроме, пожалуй, гаджетов для полетов и самого Кленка. Как и в прошлой игре, это, пожалуй, самый сложный уровень во всем прохождении, только на сей раз не настолько ограничивающий вас в действиях. Все это вселяет ощущение, что сейчас будут решаться судьбы миллиардов. Геймплейно. Сюжетно же такого напряжения что-то не сильно наблюдается. Спасибо тому, как игра кучу времени металась из стороны в сторону и так и не дала нам более четкое понимание угрозы, с которой мы боремся. Кстати, об этом. Пробившись через полчища охранных роботов и танков, мы приходим к самому центру штаба Мегакорп, где нас внезапно настигает подружка Кленка, допустим, которую мы уже могли видеть пару раз за игру, и демонстрирует главный твист. Стив Маккорк! Оказывается, за всем этим стоял сам Капитан Кворк. Поднявшись на продажах своих гигиенаторов, это он подстроил нашествие плюшевых зверят, чтобы потом спасти галактику от них же. И чтобы никто ничего не заметил, он все это время носил костюм Физвиджета, пока настоящего главу Мегакорп он держал запертым в какой-то кладовке. Все ради того, чтобы восстановить имидж, который ему ранее разрушили Рэчет и Клэнк. This is bad. All right, just what the is going on? Если все это кажется каким-то внезапным, это потому что так и есть. В какой-то момент при разработке игры команда стала скучать по той комичности, что Кворк вносил в предыдущую игру, и в итоге его было решено вернуть вот в таком виде. А те передачи, которые нам попадались на протяжении прохождения, были лучшим способом плавно вернуть его в сюжет, при этом не переписывая весь сценарий. И в каком-то смысле они стали служить неким предвестником внезапного сюжетного поворота. Но их оказалось мало, они подавались просто между делом, на них не делался никакой акцент, и в итоге свою функцию они выполнили не до конца. Хотя и тот факт, что Физвиджет постоянно говорил не те слова, это следствие того, что Кворк пытался выдать себя за человека, который, умный. И в ретроспективе это, пожалуй, должно было выглядеть как какое-то предупреждение, что что-то здесь не так. И, кстати, об идиотизме Кворка. Анджела же изобрела мегаприблуду, которая может превратить звереныша в действительно мирное создание. И Кворк, пытаясь ее использовать на оригинальном экземпляре, вызывает полностью противоположный эффект. Дамы и господа, встречайте финального босса. Огромное пушистое фиолетовое чудище с зубами, также известное как самый легкий босс во всей франшизе. И это даже не было сделано намеренно. После выхода первой части студия получила много отзывов о том, что Дрек был, может быть, и хорошим боссом, но уж слишком сложным. И в ответ на эту критику финальную битву во второй части намеренно пытались сделать проще, но переборщили. У этого прото-монстра не особо много атак, они не отличаются какой-то вариативностью, хотя то, как он бьется мордой о пол, это забавно. Он медленный, урона он тоже наносит не то чтобы много, а у него самого здоровья откровенно мало, если сравнивать с другими боссами, что есть в игре. Я без особых проблем победил его с первой попытки, когда проходил игру в первый раз. На втором прохождении в режиме испытания я справился с ним всего за 2 минуты, не использовав и трети своих боеприпасов, начав битву меньше чем с половиной запаса здоровья, и при этом единственный удар, который я получил, был даже не от самого чудища, а от охранного робота, которого я просто не заметил. А потом я начал эту битву еще раз, чисто из интереса. Насколько быстро он поляжет, если я буду использовать против него Райна, которую я купил в этом же режиме испытания. Что ж, результат меня немного удивил.
любом случае, зверька мы побеждаем, и оказывается, что Кворк просто не той стороной вставил батарейку. Не очень понятно, как это вообще работает, но да ладно. Куда важнее то, что здесь демонстрируется окончательная трансформация Рэтчета. Когда он замечает Клэнка рядом с его подругой, в которую выстрелил Кворк, он больше не делает двусмысленных шутливых комментариев. Он сочувствующий и серьезно сразу говорит ему, что отремонтирует ее. Если поставить рядом концовки обеих игр, разницу в его поведении переоценить становится очень сложно. Не сказать, что он изменился до неузнаваемости. Он все еще жаждущий приключений остряк с благими намерениями и отсутствующим чувством самосохранения, но теперь он стал гораздо меньше язвить и злиться, и даже в тех редких случаях, когда это происходит, это больше никогда не адресуется его друзьям. Да, это может быть весьма резкое изменение на контрасте с тем, каким он был в первой части, но это необходимо, чтобы перекрыть негативный образ, который он сам себе создал раньше. Клин клином, как говорится. А то, в какую сторону повернул его характер, это, мне думается, весьма закономерно после того, что он прошел и чему научился в первой части, и что втянуло его в историю, которую мы прошли сегодня. Ratchet is Going Commando стал фундаментом, над которым каждая следующая часть возводила что-то свое, при этом его не меняя. Ну, почти каждая. И как минимум за это этой игре стоит сказать спасибо. Сцен после титров на этот раз у нас аж 2, но в целом их можно объединить в одну. Пока Анджела, Рэтчет, Клэнк и его подружка хорошо проводят время вместе, Кворка устроили на работу в Мегакорп тестировать всякие гаджеты. В смысле, гаджеты тестируют прямо на нем, и иногда это весьма-таки неприятно, что сказалось на нем в дальнейшем. После всего этого, как и в прошлый раз, игра предлагает нам или вернуться на чекпоинт перед финальной битвой, или начать новое прохождение в режиме испытания, который на сей раз уже именно так и называется. И на сей раз это действительно режим испытания. Он вносит достаточно ощутимые изменения в игру, которые впоследствии стали обязательными атрибутами режима испытания каждой игры, в которой он появлялся. Как и раньше, из прошлого прохождения сохраняются все деньги, оружие вместе с модами, кроме ключа, он возвращается в исходный вид, платиновые болты, ачивки, уровень здоровья, апгрейды для корабля и некоторые гаджеты. Те, которые выдаются по сюжету, на новом прохождении у вас отбирают. Однако теперь всему этому есть противовес. Буквально сразу же вы заметите, что враги стали намного сильнее. То же самое оружие, которое раньше расправлялось с ними на раз-два, теперь едва вообще хоть что-то делает, а вы получаете гораздо больше урона. Однако, если у вас получается ликвидировать нескольких гадов подряд, не поймав при этом маслину, то в дело вступает множитель болтов, который, как понятно из названия, умножает количество болтов, которые вы получаете. Чем больше врагов вы убиваете, не получая урона, тем больше множитель, и тем медленнее он растет, пока он не остановится на 20. И этот множитель вам очень понадобится, потому что раз ваше старое оружие никуда не годится, то пора обновляться. В режиме испытания в магазине появляются мега-версии для каждой пушки в игре, за парой исключений. Они основаны на уже прокачанных версиях обычных стволов, так что лава-пушку вернуть, увы, не получится, стоят в несколько раз дороже и отличаются только увеличенным уроном, дабы соответствовать более сильным врагам. Эти мега-версии с использованием также прокачиваются уже до ультра уровня, кроме оружия Гаджетрон, оно по-прежнему не апгрейдится и потому по-прежнему бесполезно. И опять же, кроме урона и возросшего боезапаса, изменений не происходит. Но это и неплохо. Главное, что эти апгрейды позволяют еще раз ощутить прогрессию и дают вам почувствовать, что вы преодолеваете действительно возросшую сложность. Помимо мега-апгрейдов есть еще 3 единицы оружия, которые задумывались как раз для того, чтобы быть купленными на повторных прохождениях. Зодиак, Райна 2 и первый в серии эксклюзив для режима испытания электрошокер для Клэнка. Первый стоит 1,5 миллиона болтов, остальные 2 еще по миллиону за каждый. На первом прохождении такие деньги заработать практически невозможно. В режиме испытания же помимо множителя болтов в 10 раз возрастают и награды за все побочки, а на аренах появляются даже новые состязания. Так что такие дорогие игрушки становятся куда более посильной покупкой. Зодиак я уже упоминал и называл его худшим оружием в игре. На то есть причина. Эта штука, конечно, устраняет всех врагов на экране за один выстрел, но между нажатием на спуск и самим эффектом проходит достаточно много времени, не говоря уже о том, что магазин содержит только 4 заряда, каждый из которых стоит 10 тысяч болтов. Закончились патроны, с вас 40 штук. Даже для режима испытания это немножко дофига. Новая Райна уже куда интереснее. И, кстати, да, Райна еще с первой части стала одной из фишек серии, которая потом появлялась почти в каждой игре, и каждый раз она разная. В Going Commando эта пушка потеряла самонаведение, а за один выстрел теперь вылетает не несколько ракет, а только одна, но при этом скорострельность повысилась настолько, что с первой версией просто не сравнить. Для компенсации этой скорострельности магазин вырос до 100 зарядов, и эта хрень по-прежнему может разнести практически кого угодно с одного выстрела, хотя для некоторых особо сильных врагов может понадобиться 2, 3, ну или самый максимум 4 ракеты. А электрошокер для Клэнка штука весьма странная. Это еще одно пассивное оружие, которое стреляет во врагов самостоятельно, пока вы заняты чем-то своим, примерно как синтеноиды, и даже урон он наносит вполне
вполне приличный, но между каждым зарядом проходит уж очень много времени, а самое главное, невозможно понять, когда он активен, а когда нет, из-за чего про него часто просто забываешь. Новые возможности нападения — это, конечно, хорошо, но враги все еще очень больно по нам бьют, с этим надо что-то делать. Решение есть. Во-первых, ящики с нанотехом теперь выдают больше нанотеха. Базовые вместо 1 единицы теперь дают 4, а усиленные 16 вместо 4. И, конечно же, у нас есть дополнительная броня. Всего в игре 4 вида брони, которые можно купить, из которых последние 2 весьма дорогие, 250 тысяч и миллион болтов соответственно. И пусть их технически можно приобрести на первом прохождении, маловероятно, что вы это сделаете. И в этом месте я возвращаюсь к той же мысли, которую я вел, когда рассказывал о левелинге оружия, а именно с балансом этих уровней у игры все не так гладко. Как выяснилось, брони это касается тоже. Броня Электросталь, не путать с городом в Московской области, стоит 250 штук и блокирует 66% входящего урона. Ее я купил в середине второго прохождения, и это дополнительное снижение урона оказалось идеальным. Враги все еще бьют заметно и могут вас убить, если вы неаккуратны, но при этом урона не настолько много, чтобы от этого страдать. Игра все еще дает вызов. А вот Карбонокс за миллион болтов поглощает аж 90% урона, и это уже откровенный дисбаланс. Ее я по иронии приобрел на Грелбине, и даже эти дурацкие йети, которые набрасывались на меня толпами, ничего не могли мне сделать. Первые пару минут было забавно смотреть на то, как они тщетно пытаются порвать меня на части, но потом до меня дошло, что это одни из самых сильных врагов в игре, которые появляются на предпоследнем уровне. Если я буду проходить челлендж мод еще раз, то в этой броне мне всю игру вообще любой урон будет об рояль, а у меня еще и все оружие уже прокачано до максимума. Без этой брони, пусть я и сильный, конечно, но все еще есть хорошая вероятность умереть самому, а вот с ней я становлюсь практически бессмертным. Это скучно, но самое страшное, этот крутой шлем, который идет в комплекте, полностью закрывает лицо Рэтчета и не снимается даже в катсценах, из-за чего они значительно теряют своей выразительности. Загрузить сейфстейт, сделанный 3 часами ранее, чтобы не покупать эту броню, абсолютно того стоило. Не покупайте Карбонокс, не повторяйте моих ошибок. Как и прежде, на этом плюшки режима испытания не заканчиваются. У нас снова появляется доступ к меню дополнительного контента, где на этот раз гораздо больше всего интересного. Есть не очень информативное, но все равно интересное видео о создании игры, скетчбук в формате видео, слайд-шоу почему-то, пародии на рекламы для первой игры, которую сделал Майк Стаут, картины, которые по своим наблюдениям в игре и в ее разработке написал один из художников Insomniac, даже режим от первого лица, который вообще ни разу не удобный, но все равно забавный. Не говоря уже про случайные мини-игры по типу космических захватчиков, сделанные на коленке из ассетов, которые игра всегда держит в памяти, шутливый фотоотчет о том, как Клэнк провел свой день в Insomniac, ну а самый главный бонус, если вы выполните вообще все в игре, кроме ачивок, как я выяснил, не верьте всему, что пишут в интернете, это музей Insomniac. Это целый огромный уровень, стилизованный под офис самой студии, где выставлены самые разные вещи, по тем или иным причинам вырезанные из Going Commando и даже первой части, нереализованные идеи, тестовые объекты и даже эффекты и пазлы, которые дают модифицировать самому игроку. Вы знали, например, что все взрывы в этой игре это всегда один и тот же эффект, просто с разными параметрами? Вот теперь знаете. Этот музей был личным проектом Майка Стаута, которым ему разрешили заниматься в свободное время. Going Commando была первой игрой, над которой ему довелось работать, и он был очень удивлен тем, сколько всего интересного оказывается вырезано в процессе разработки. Так что он потихоньку стал собирать самые крутые экспонаты от разных членов команды, записывать их комментарии, а когда это увидел Тед Прайс, глава студии, ему это так понравилось, что под этот музей он решил выделить чуть больше ресурсов, чтобы его можно было красиво оформить. И тот телепорт, который открывается на Болдоне в 3 часа ночи, он тоже ведет сюда, как отсылка к названию студии. Майк Стаут в принципе был очень важным ресурсом для этого видео и вообще с документацией разработки игры в целом. Он и Тони Гарсия вместе записывали летсплей с комментариями о создании игры, и это просто золотая жила информации. Там столько деталей, интересных фактов и прочего, что голова кругом идет. Не говоря о том, что наблюдать за химией между этими двумя это иногда очень смешно. Настоятельно рекомендую посмотреть. Оба явно очень ценят то время, что они провели в Insomniac и те истории, что они там пережили. И то, что они так открыто делятся этим опытом, заслуживает огромного уважения. Примерно такого же, какое вам демонстрирует сама игра за то, сколько времени и сил вы тратите на повторное прохождение и выполнение всего, что в ней вообще есть. Таких крутых бонусов лично я вообще нигде больше не видел. Музей же тоже превратился в некую традицию, которую серия соблюдает пусть и не всегда, но когда это происходит,
Скажем так, вас ждет приятное времяпрепровождение. Ratchet & Clank Going Commando — это очень интересная игра. Она внесла очень много важных изменений в геймплейную формулу, созданную первой частью, и эти изменения стали фундаментом, на котором строились все последующие части. Благодаря этим изменениям она даже сейчас играется очень приятно и не ощущается устаревшей, в отличие от первой игры, даже несмотря на то, что она вышла лишь одним годом позже, и сейчас ей уже целых 19 лет со дня релиза. Но это один из тех случаев, когда разработчики явно пытались прыгнуть выше головы, и у них не везде получилось это сделать. Местами видно, что им не хватало или времени, или ресурсов, или всего вместе, из-за того, что по-настоящему крутые вещи в этой игре соседствуют прямо рядом с чем-то откровенно плохим, а что-то, чему явно уделяли много внимания, сидит неподалеку от того, что очевидно заканчивали в попыхах. Видно, что ребята только набирались опыта, делая что-то, с чем они раньше никогда не сталкивались. Балансировка уровней снаряжения не даст соврать, при этом задав себе цель создать игру больше, лучше и круче, чем в прошлый раз, и все в невероятно короткие сроки. Опять же, 10 месяцев — это ничто для проекта такого масштаба даже в начале 2000-х. И в каком-то смысле косяки тоже придают этой игре ее шарм. Да, Грэлбен может быть чуть ли не худшим уровнем во всей серии, но Going Commando без него не Going Commando. И планер тоже очень многим потрепал нервишки, но без него тоже уже не то. Так начинаешь думать еще больше, когда видишь, что на контрасте с этим стоит на сей раз действительно крутая и веселая боевая система, много интересных побочных занятий, куда более приятные персонажи, более смешной юмор. Мне еще продолжать? Going Commando ответственна за то, в каком направлении развивалась серия в дальнейшем, и курс она взяла очень правильный. Разница между ней и оригинальной игрой 2002 года просто поражает, особенно когда понимаешь, что здесь просто взяли то, что уже было, и сделали лучше, по пути добавив несколько небольших, казалось бы, вещей. Но именно они, не побоюсь этого слова, полностью трансформируют то, как все это дело играется, сигнализируя, что назад уже дороги нет. Это делает ее идеальным сиквелом. Но идеальный сиквел не есть идеальная игра. В погоне за новым курсом пришлось идти на компромиссы, но раз теперь курс есть, то остается только от них избавляться. И Ratchet & Clank Up Your Arsenal, о которой мы поговорим в следующий раз, собралась сделать именно это. Спасибо за просмотр. И Ratchet & Clank, с днем рождения вас, ребят, с прошедшим, даже с юбилеем. В этой индустрии 20 лет далеко не каждый сможет продержаться. Вы крутые.